Всем привет! Сегодня у нас новый мод. Вообще я думал проходить дальше зимнюю сборку чистого неба, но тут вышел интересный один модик на тень Чернобыля. И я решил его пройти. В принципе, это, можно сказать, реально, как указано на превью, новая жизнь старой игры. Потому что на абсолютно оригинальных ресурсах сделан просто новый сюжет. Некоторые квесты похожи, я уже немного побегал, но в основном это реально новая игра. Единственное изменение, которое я внес, это добавил пак текстур HD. Потому что оригинальная графика Тени Чернобыля, как сами знаете, кто играл, там вообще ни о чем. Ну и небольшой оружейный пак накатил. А сам мод вообще весит 7 мегабайт, 8 мегабайт в сжатом виде. То есть 8 мегабайт и новый сюжет. Это реально круто. В общем, давайте начинать. На мастере, значит, начинаем. Оружейку можно найти по той же ссылке, где и мод, а ссылка на мод в описании стрима. Качайте, играйте, оценивайте. Ну что, поехали. Само начало сюжета не очень отличается от Теней Чернобыля, но дальше пойдут различия. Подходи, я не кусаюсь. Угу. Так, нашего ГГ теперь зовут Леченый, а не Меченый, ну да. Здравствуй, Сидорович. Шо принес? Просьбу, Сидорович. Какую нафиг просьбу? Нижайшую. Суди, пожалуйста, снаряжением, а я после верну с процентом. Прыткий ты. Я сужаю знакомым сталкером, а тебя в первый раз вижу. Вот и познакомимся. Меня зовут Леченый. Как? Как? Леченый? Да, Леченый. Подобрали меня раненым ребята. Долго лечили. Зато и прозвали Леченым. Леченый? Ну, в благородство я играть не собираюсь. Да и ты не похож на новичка. Дай подумать. Значит, вот что, Леченый. Тут мои ребята возвращались с задания и пропали. Один из них, звать Шустрый, нес кое-какую инфу. И пропали они совсем рядом, под боком, потому что мост прошли. Не знаю, что и думать. Решили кому другому инфу скинуть или сидят водку глушат. Короче, найди Шустрого, живого или мертвого. Главное, чтобы флешка при нем была. Принесешь мне? Шустрый был из людей Волка, а этот тут, в лагере. Спроси его, наверняка что-то знает. С оружием и боеприпасами он тебе поможет. Понял, Сидорович? Также в лагере проводник имеется, гид Василий, хотя некоторые зовут Гад Василий. Он отведет куда надо, недорого. Денег не пожалеешь, ноги сэкономишь и наоборот. До встречи. Да, Андрюх, пошел мочить. Давай удачи там на работе, короче. Жаль, у меня телепорт сломался, не могу с тобой на коп сходить на пляж. Ну ладно, как-нибудь в другой раз. Так, ну что у нас есть? А у нас нет ни хрена. Понятно. И что у нас тут? Графика хоть получше смотрится. Подходи, пообщаемся. Энергетик. Но все-таки накоплю я на свой домик. Волк. Чтобы лес рядом. Привет, мне нужен Шустрый. Не подскажешь, где его найти? Чего погрустнели-то? Да, сложное дело это починить телепорт. Ну, попробуем. В WhatsApp звони, короче, пообщаемся. Ну как освободишься? Так, не подскажешь, где найти?
С Шустрым скверное дело приключилось. Тут неподалеку на его группу бандиты напали и Шустрого увели с собой. Он только и успел что сос скинуть. Его напарники, похоже, накрылись. Ребята сообщили, что бандюки сейчас в старом АТП, что за дорогой. Вы своих из плена не вызволяете, не по-дружески как-то, или слабо? Ну тут, короче, почти оригинал, так что можно Завязывай, ладно? Надоело. не читать. Попробую. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Мгм. Прием. Хорошо, Волк, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи. И что нам дали? Нам дали ПМ и 40 патронов. Ну все, короче, я богат теперь. Так, ну... Сразу бронькой разживемся, пошли. Бронькой. Оп. А, не пролазит, понятно. Ладно, мы и так возьмем. Оп, комбез наемника. Все. Куртка новичка, это она не нужна никому. Давай ее в ящик пока скинем. Оружие убрал. Вот так Ну, вот. теперь я расскажу. Еще тут должно что-то быть. Так, водка. А, вот, кстати, и Василий. С тобой потом побазарим. Консервы. А ладно. Привет, ты Василий? Я не только Василий, но еще и гид. Гид фамилия? Шучу. Кого и куда возишь? Новичков и туристов куда попросят. Вообще всякого. Даром? Даром только черей садиться. Справедливо. А как ты стал гидом? Про третью волну слышал? Вот под нее мы и попали, когда на барьере стояли. Первые две отбили, а третья нас снесла. Бежали, побросав не только оружие, но и ботинки, противогазы, рюкзаки. В деревне кровососов на чердаке сарая спасся, а ребята все под крестиками на косогоре. 2 дня отлеживался, пока свобода не зачистила местность. С той поры перебрался сюда, хватит романтики. Хлебнул, значит, романтики полной грудью. До сих пор отрыгается. Каков же прейскурант? Самый справедливый интервью, понятно. А скидки членам профсоюза? Сначала взносы, потом скидки, понятно. Вот этот Василий, он вообще чел интересный. Любителей этого дела назначен на 6:30. И очень даже интересный. А чем именно? По сюжету вы узнаете. Я пока не буду говорить. Тут у нас Толян лежит. Ты как, живой? Помогите! На тебе аптечку. Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. И что? Что вообще стряслось? Мне Шустрый нужен. Ладно, иди отсюда. Так. Стандартный хабарец. Здесь еще оружеечка новая. Ой, блин, а что с этим, с управлением? Почему сохранки не работают? Так. Сохранить, сохранить. Где? F5, F9. Вот так вот. Применить. Окей, поехали. Эй, что произошло с гаммой? Так должно быть получше, думаю. Вот, да. Псинка. Псинка вообще никого не видела. Ну ладно. Так, тут у нас патроны. Тут энергетик.
Так, чё? Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Ну и чё? Давай. Попробую сам. Так, развалим бандюков. И чё? Подходите, подходите. В поисках здорово. Мне кажется, или урон здесь неправильно. Опа, вот он. Ничего себе. Что-то им хедшоты вообще насрать. Ой, блядь. Ты чё людей пугаешь, а? В смысле? Откуда шмаляет? Да, ща мы их. Ага. Опа, еще один. Стоит себе. Так, меня спалили. Где он? Так, все, пацанчики отъехали. И чего? Сиди, хуже не будет. Якось здесь пацана обыскал, да? ПМчик. Водочка. Братцы, я тут! Выручайте! Ну чё? Брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Флешку давай. Все, давай, до свидания. Начало почти как в оригинале. Но об этом я уже говорил, в принципе. Понятно. И чё? Пойдем с волком позорным побазарим. Чё он нам скажет? Должен, в принципе, дополнительную мне
награду выдать. Правда, насчет оригинала я не уверен. Да, есть такое дело. А вот начинаются и новые квесты. Пойду Сидорыча обрадую, нашлась его флешка. Флешка самого Сидоровича, это удача, парень. О чем ты? Давай посмотрим содержимое. Да ты что, Волк, как мы посмотрим, если нет компа? У меня есть шнурок ОТГ, прицеплю к ПДА и делов на 5 минут. Давай сюда. Обожди, Волк, условия надо обговаривать на берегу. Если на флешке есть что ценное, как поделим? Пополам, держи. Ну-ка, все зашифровано. А, что это, нычки? Координаты 2 нычек. Получи свою лещину и флешку забирай, все честно. Претензии есть? Нет, бывай. Понятно. Интересно. О, ПМ. Куртку тоже забираем. Пойдем, ща продадим ненужное. Есть? Ситуация прояснилась, а флешка с информацией где? Вот она, поражаюсь тебе, Сидорыч, а если флешка в недобрые руки попадет? Если недобрый глаз просмотрит содержимое, отлично. Как же ее этот глаз просмотрит? В окрестностях компьютер только у меня. Сидорыч, компьютер не нужен, достаточно иметь ОТГ-шнурок, чтобы подключить флешку к ПДА. Это ты про себя? У меня, Сидорыч, даже обыкновенных шнурков нет, поэтому ищу работу. Ага, люблю юмористов, и сам шучу, по-стариковски. Данные на флешке зашифрованы Blowfish 256. Слыхал? В той поре, когда расшифруют, данные устареют. Зато для любопытных у меня приготовлены читаемые координаты тайников. В одном, например, мина. Так что недобрые руки и такие же глаза будут валяться вокруг этой приманки. И в остальных сюрпризы. Ну и шуточки у тебя, Сидорыч. О, как. Во как. Нормально он, короче. Троллинг придумал хороший. Так. Держи заработанное. Хорошо. George Diggers, окей. Hi. What's up? Thanks for visit. Так. Нафига ты эту дрянь Ну, тягаешь? я не знаю, тут патроны есть вообще? А, вот, что-то есть. Кстати, нам же этот выдали. Alright. What about cool finds? Do you have something? Все, пистолеты продаем. Куртку продаем. Неплохо. Хороший товар. 1000 рублей. Ясно, понятно. Хорошо. Ну, братан, ты не врубаешься? Мне нужен реальный. Ну, удачной охоты, сталкер. Так, надо же с волком побазарить теперь, а его нету, да? Он у нас здесь. Или не здесь? Подожди. Стоп, нет. Вдруг старый останавливается и шепотом говорит молодому: А где он? вон к тому дереву. Головастик на цыпочках пополз. Вот здесь, что ли? Ага. Волк, что с тобой? Эй, Выручай, брат, погибаю. кто-нибудь! Почему? Что случилось? Тайник, что был на флешке, находится на чердаке. В нем был виски. Я выпил, теперь помираю. Похоже, метанол. Держись, брать, выручу. Что сделать? Говорят, водка нейтрализует метанол. Подвал, рядом с которым я стоял, там бутылка воды водки стынет. Принеси, кишки выворачивает. Конечно, не боюсь, я мигом. Во, держи. Извини, хотел тебя предупредить, но не успел. Сидорыч сказал мне, что эти тайники специально оставил незашифрованными. Проучить любопытных. Ты еще легко отделался. В одном из тайников мина. Я, может, и легко отделался, зато он не отделается. Получит гранату в свою нору, скотина. Ладно, остынь. Приходи в себя, я побежал. Дела.
Все, диалогов нет. Опа, вот и Сидор что-то от нас хочет. Но мы это сейчас немного прибарахлимся тут. Вот так вот. Консервы. Тут еще должна быть аптечка. Вот. Здесь у нас водочка. Так, убери оружие. Так, убери оружие. Еще должны быть вот здесь. Вот, а сейчас. Только надо запрыгнуть. Отсюда, наверное. Так. Да блин. Запрыгивай ты, кривоног. Оружие убрал. О. Каменный цветок. Тут еще должен быть ящичек. Вот здесь вот. Так, это пустое. А вот это не пустое. Все. Значит, тут что? Пулестойкость. Надо пистолет-то поставить в слот, а то чё? Заблудился солдат в зоне ночью, идет и кричит. Ребята, товарищ капитан, ну хоть кто-нибудь. Ладно, пошли к Сидору. Тут глядь, Чё он нам скажет? Так, убери оружие. Кстати, а тут что за метка? Ствол. пустой голос нечеловеческий. А почему у тебя метка? Опа, может по водочке, Василий, это чё? А вот это интересно, давайте сохранимся и посмотрим, что у него тут. По водочке да шуточкой. Держи Внимание! свою. Выдаю шутку юмора. Класс! Давай шутку, Василий. Собака друг человека, а псевдособака друг псевдочеловека. Ну ты выдал, может еще тяпнем. Вот и колбаска, может по водочке. А шуточка. Пришел Снорк в бункер к Сахарову и говорит: профессор, не будьте свиньей, верните мне человеческий облик. А Сахаров отвечает: хрю-хрю. Веселый ты черт, Василий, уважаю. Ну ты выдал. И я тебя уважаю, Леченый, поэтому беру тебя сей момент на охоту пострелять. Идем. Да какая охота, Вася, у меня патронов мало, стой, обожди. Бля. Серьезно? Блин. А вот это уже интересно. Квест. Новый квест. Охота. Кстати, тут же патроны должны лежать. О, патрончики. Так, и чё, Василий? Дай патроны. Понятно. Настоящему охотнику нужен только нож. Ну, понятно все. Ну, давай покромсаем, чё, собак. Где тут, чё тут? О, псевдособака. Серьезно? Серьезно. Ножичком не получилось. Ну ладно. Чё? В смысле? Как я в аномалии оказался? Здорово, Илья Олейник, здорово. У нас тут новый мод. Слышь ты, иди сюда, Убежала.
Так. Падай. Интересный квест. Ну чё, пошли домой? Что так? Я только разошелся. Может, еще постреляем? Или тебе нужна аптечка? Мне туалетная бумага нужна. Пошли домой. Прикол. Мод FM называется. Слушайте, мужики. Новый мод на основе старой игры. Чисто новый сюжет. Так. Значит, нам надо... Подожди. А чё до сих пор метка на нем висит? Спасибо за охоту, Василий. Это была твоя лучшая шутка. По-моему, здорово. Дали прогадиться зверям. Теперь туристам мешать не будут. Кстати, не займешь тыщенку по патроны из расхода, а скоро вести генерала. Ха. Ну ладно, бери. Пошел я, короче. Охота. Кушаешь? Приятного аппетита. Так. Что ты мне скажешь, Принес. Пидорович? Что такое? Вот что, Леченый, мне только что сообщили печальную новость. Человек, к которому я тебя направил, погиб. Стая псов растерзала возле перехода с Электрой. Поэтому не в дружбу, а в службу. А, вот ты как говоришь, да? Кейс, что я тебе неси к домику с развалинами за мостом. Там их примет у тебя сталкер по кличке Лис. Возрождение гарантирую. Да, печально, я отнесу кейс. И не забудь про псов у перехода. Ясно, понятно. Продать есть что? Ну, так себе. По-моему, ничего не надо продавать. Да-да. А как его еще назвать? Так, Что ну за шо? бодягу ты мне приволок? Вот мы сейчас пойдем к Василию, короче, и чтоб Ну, удачной охоты, сталкер. не бегать, пройдем, короче, с проводником. Нормально же? Нормально. Слова доброго никто не скажет. Ну шо? Ферма за мостом, домик с развалинами 600. Мне надо к домику с развалинами. Во! Раз и готово. В смысле, а чё ты... Лис, ты чё как проводник выглядишь, а? В смысле? А, хер с тобой. Ты Лис. Наверное, он самый. Во всяком случае, псы здешние гонялись за мной как за лисом. Тогда тебе посылка от доброго человека из подвала. Давай ее сюда, заждался. Получите, распишитесь и удачи. Ну ок. И тебе того же. И все? Ну круто. А обратно пешком, да, идти? Ну, пошли, пошли. Кстати, давай через военных пройдем, ладно. Пацаны, чё вы тут, Сталкер, хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Да. Мне надо дальше. Держи. Давай, до свидания. Что у вас тут есть? Ничего. Чего Опа. стоишь, сталкер? Хочешь Хавчик. пройти, иди сюда. Аптечка. Говорить будем. Это нам надо. Нет, вали отсюда по-хорошему. Да иди ты. Все равно у тебя квестов нет. Тайник. Что за тайник? Что? Там, по-моему... А, это кто? Ты кто такой? Паша Хмырь. Че руками машешь? Выручай. Каким образом? Купи вещицу, никогда бы не продал, да бабки нужны. Ты б еще в наперстке предложил сыграть. Да не, я же вижу, ты не новичок. Настройку пустырника купи. Она же от нервов, а у меня их не осталось. О! Слушайте. А вот это интересно. Она... Почему интересно, потом по сюжету узнаете. Она же от нервов, а у меня их не осталось. Это не тот пустырник, что от нервов. С радара? Во-во, я же вижу, ты не первый день зону топчешь.
Говорят, ее только один человек продает, и кажется, не ты. Это покупают многие, ну и я перекупил. Сколько? 50. Всего хорошего. Обожди, братан, вещь исключительная. Выпьешь, и все монстры друзья. Гуляй, руки в брюки, ружье за спину. 49 500. Покажи. Ты меня за кого держишь? Чтоб ты меня пристрелил и даром забрал? Вещь в надежном месте. Если есть интерес, идем. Интересно. А там вместо настойки твои приятели? Нет, спасибо, и денег у меня нет, так что ножом в спину не тыкай. На нет и сюда нет. Прикол. А, ну понятно, то есть нельзя, короче, ее купить. Ну, задумка интересная. О, хабар. Тут у нас должна быть курточка. Во. Все, да? Так. Давайте-ка заберем ящичек на крыше. Тут должны быть интересные вещи. Да серьезно? Что-нибудь пустой, реально? Или они вниз провалились? А, все, отлично. Вниз провалились. Патроны и глушак. Это нам надо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что мы имеем? Ящичек тут у нас. Патроны, бинты. Блин. Так. Колючка. И колючка это у нас на радиацию. О, на радиацию это нам надо. Теперь можно нацепить каменный цветок и медузу. И как раз будет минус 10 радиации, да? Ну ладно. О, слушай, этот исчез уже. Пустырник. Пустырник за 50 тысяч. Ну да, ну да. Бля. Да ну вас нахер. Неохота мне. Оружие убрал? Вот что нам нужно, так это артефакты на радиацию. Ой, на выносливость. Вот это реально очень нужные вещи. Но это нам надо ночь ждать. Так. А, ну да, нам же Пидорович даст спальный мешок. Так, убери оружие. Вернулся? Я сделал, как уговаривались. Посылка у Лиса. Да, молодец, я получил подтверждение. Вот твоя награда. А у меня к тебе есть серьезный разговор, леченый. Что такое? Пока ты отсутствовал, я полистал справочники, поспрашивал знающих людей. Оказывается, ты был в группе Железного Феликса, когда он отправился на радар. И ты один, кто, оказывается, уцелел и вернулся, хотя считается, что вся группа погибла или превратилась, словом, исчезла. Ну... И с тобой желают общаться очень многие, причем с оружием в руках. Вдобавок, ты являешься врагом долга, свободы, военных, бандитов. Перечислять дальше не вижу смысла. И я не вижу, как не вижу смысла, для которого ты завел этот разговор, Пидорович. Я удивлен. В мире много удивительного. Удивлен, что так удачно ты подвернулся. Возникла небольшая проблема, и ты тот человек, который ее решит. Я бы послал Волка, но он перебрался на АТП. Василий ждет генерала, так что... Из опытных наличие только ты. В чем проблема? Да не проблема, а так возможность легко подзаработать. Надо сходить в темную долину, взять там что-то и принести тем людям, координаты которых я тебе дам. Им светиться нельзя, вот и попросили человека стороннего. Я их обеспечиваю согласно контракта. Старшего зовут Пустельга.
Я не хотел бы появляться там, у меня нет снаряжения. Ага. Вот и договорились. Я помогу со снаряжением, и дело в шляпе. То есть куртке. Вот тебе бандитская куртка. Люди, что ждут, тебе подскажут, как вести себя. Так что будешь там своим. Удачи. Да, пароль не забудь. Вы продаете славянский шкаф? Ответ. Остались одни табуреты. Иди через северный блокпост и свалку. Обратно вернешься через южный проход долины. Ворота там сняли. До встречи. Так, ну, подожди. У меня 2 бандитских куртки. Ну, сейчас же нормально. Сейчас одну продадим. Вот так вот. И пистолет. Нам нужен, кстати, калаш. Неплохо. Вот так бы всегда. Где бы калаш взять? Ла, пока не критично. Ну, проветришься, заходи. Значит, чё? Нам надо в темную долину. Это что? Тайник, оставленный погибшим сталкером. Ну ничего, сейчас мы через проводника сходим. Так, дом к мосту, веди на ферму. Надо к домику с развалинами. Ну, самое такое домик с развалинами. Detectando con Batuchillo. Hola, hola. ¿Cómo estás? О, пришли. Так, тут же тайник. Вот это заберем. Да, раз, два. Оп. Это все мы забираем. О, труп. Хлеб. Так, псины. Excelente, es excelente. Я encontraste oro. Это свои. Ага. Бандюки! Блин. Бандюки. -1. Я не достреливаю. Упал, отжался. Еще один. Да почему ты еще живой, блин? В смысле? Это свой. Все. Отъехал.
Ага. Посмотрим, что мы с этого получим. Кровь камня. Которая не нужна, да? Ну, прикольно. Так, убери оружие. Слышь, выйди отсюда. Давай, давай, выходи. Да ты задрал, что ты бегаешь тут? Отлично, у него были патроны на калаш, а калаша нету. Убирай оружие. Ты чё, калаш спер? Так, пистолеты. Кстати, с тобой же поторговать можно, да? Так, 5 ты... А, ничего не покупает. Да вы серьезно? Ничего себе. А ну, убирай оружие, быстро. Что за дела? Оружие опусти. Угу. Так. Ну, здесь никого нет. Ага. Здесь есть только бандит. Только один бандит. Уже нету. Сейчас мы еще это поменяем, короче, аптечки. Так, использование аптечки. Где тут? Вот, быстрое использование аптечки. F1, нет. Аптечка F1, бинт F2. Поехали. Так, без тоже ни хрена не без, понятно. Но здесь, в принципе, стандартный квест. Хорошо, я помогу. Сейчас мы это только прибарахлимся. Говорит без командира отряда «Нейтрал». Опа. Бандитов со стоянки брошенной техники. Предполагаем контратаку. У нас мало сил, так что кто Так. может помочь, присоединяйтесь. Дождь из патронов. Вот это нормально. Вы не можете двигаться, круто. Так, подожди, а какая лучше? Это хуже. Вот это хуже. Пистолеты. Не нужны. Всем занять позиции. Подпустим их ближе, чтобы завалить наверняка. Да подожди ты. Дай патроны собрать. Набрез, пускай будет. Еще есть? Все, что ли? Ага, понятно. Молодцы, Ну, мужики, отлично, мы чё. их одолели.
Нормально тут. Хабара. Разрядить, разрядить. Не нужно нам вот это, не надо. Блин, гранату не надо выкладывать. Серьезно? Да успокойся. Зачем ты это сделал, а? А ладно. Бандитская куртка. Обрез. Патроны возьмем. О, выверт. Ясно. Да, хреново жить без артефактов на выносливость. Гранатка. Это мы берем. Знакомому сталкеру. Это, слышь, золотую рыбку мне подгони. Бабла кину, сколько скажешь. А то у пацанов у всех Без. есть, а я один вроде лох получаю. Вещи убитого. Сталкер обалдел. Так. Это ж, ведь, говорит, артефакт такой радиоактивный. Новый русский. Так, возьму деньги, спасибо. Я пойду. Ну, вообще-то у нас здесь есть, короче... Не, ну полистойкость минус 10, это, конечно, вообще ни о чем. Убери. Не, обратно вот это нацеплю. Оружие убрал. Ну, дальше нам сюда. Блин, чё ж мне выкинуть? С перегрузом бегаю. А чё вообще вот этот из себя представляет? Ну, так себе укорот. Вообще давай выкинем его. И чё еще? И обрез тоже выкинем. Или нет? Нет, тоже выкинем. Опа. Еще пацаны. Ну, пацаны, что я могу сказать? Это все, это бан. Почему не падаешь, а? Ты что, бессмертный так ходить, что ли? Еще один остался. Отлетел, блядь. Слушай, а нам нужны патроны на пистолет вообще? У меня же реально до хрена патронов на МП5. И еще вот патроны на МП5. Давай, короче, возьмем патроны на дробаш, а на пистолет оставим только бронебойные. Вот так. Да, думаю, пойдет. Антирад возьмем. Пошли. Артефакт. Всем, кто меня слышит, мы атакованы группой бандитов. Нужна помощь.
Да ща подойду. Ща решим вопрос. Браток, Что ты сказал? помоги отбиться от уродов! Сейчас посмотрим, кто кому что порвет. Ага. Мужик, сюда! Один отъехал. Выручайте! Кто-нибудь! Пацаны. Помогите! Ну чё, где ты там такой смелый ходишь? Дай ему прикурить, я пойду! Все? Вот это мы берем. Хотя зачем нам водка, а? По-моему, водка уже не нужна. Так это не все, да, бандиты, что ли? Это можно прицепить? О, смотри, это можно к МП5 прицепить. Кого стреляем? Ой, блин, это свой. Подожди, а где этот? Наверху, что ли? Не понял. Получай! Так я не понял, где он, короче. Блин, отсюда не видно. Оружие убрал. И отсюда не видно, блядь. Оружие убрал. О. Не, глушак вообще говно. Далеко. Слишком далеко. Отъехал. А, все. Заклинило. Мандражой, пацаны, обходим. Берем его тепленького. И что ты скажешь-то? -1. Ну давай. Да где он там? Слышь ты. Хватит за трубами ныкаться. Согласен. Лови. Не мандражой, пацаны, обходим. Ага, вон он. Суки, быстро, обходи эту шелупонь. Бандюки.
Все. А ты зачем сюда прибежала? А, все. Кончилась выносливость. Я не знаю, все это не все. Не, ну вроде я всех перевалил. С тобой мне не надо базарить. Выручайте! Кто-нибудь! Так, вот это мы возьмем. В смысле, а этого что, грабанули, что ли? Эй, Блин, так серого грабанули. кто-нибудь! Охренеть. Новое задание. Выручайте! Кто-нибудь! Встретиться с группой крота. Держи аптечку. А я думаю, что не приходит-то сообщение? Оказывается, серого грабанули. Ну и хрен с ним, он все равно не нужен. Это не всякие ваши солянки там. Нам, в принципе, надо в темную долину идти. Слушай, вроде ничего и нет в рюкзаке, а все равно, блин, перевес жесткий. Мы сейчас у долговцев, короче, оставим ненужное. Патроны там. Такое. Хотя патроны нам же это, на бандитскую базу придется идти, так что не. Ну, в принципе, можно оставить патроны на дробаш. У меня все равно нет дробаша. Сталкер, ты вошел на территорию подконтрольную долгу. Любая попытка нападения на наших людей будет караться смертью. Да. Конечно. А нам вот сюда вот надо. Так, скинем здесь. Что мы скинем? Давай скинем вообще пистолет, реально. Зачем вот я его таскаю? Потом скинем водку. Скинем патроны на дробаш. Скинем артефакты вот эти вот. Остальное оставим. И глушитель. Пошли. О, теперь хоть нормально бегаю. Сталкер, вали отсюда. Стою. Никого попало не А если есть пропускаем. важное дело? Сталкер, Понятно. вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Вежливо общаться вас не учили, я понял. Так, вот здесь вот должен быть, кстати, патроны тоже. Патроны. Да, водка, патроны и гравий. И, кстати, давай тоже отнесем, потому что мне этот хлам не нужен. Сюда. Так, медуза. Грави выкладываем. Вот водку выкладываем. Жиган выкладываем. Сейчас еще артефакты будут.
Радиация набирается. Вот так вот пускай выводится. И чё тут? Стандартный Говори, квест. сука, а то узнаешь, как легко пуля пробивает череп. Ага. Артефакты. Попадайся. Эй, дружище, иди сюда. Помоги отбить напарника у бандитов. Давай за мной. Я знаю место для засады. Ага. Поможешь, буду благодарен. Ну, понятно. Долги в долге возвращают. Иди. Ты чё, ничего не скажешь? Ну тогда давай. До свидания. Пацаны! Мне, правда, надо выбросить вот это вот. А хотя нет, зачем выбросить? Это лучше. Что за пистолет? Вальтер. Тоже выбросить. Блин, хотелось бы, конечно, побыстрее его пройти. Я думаю, мы не будем, короче, вот эти всякие побочные квесты выполнять, вот это все, короче, по сюжету пойдем чисто. Ну, от этого квеста никак не избавишься, так что придется. Ну давай, базарь, быстрей. Спрячься на той стороне дороги. Они скоро появятся. Ага, Открываем они скоро огонь только появятся, после. понятно. Блин, они уже идут. Ща мы это пацанов развалим там. Где второй? Пал отжался. О, калаш. Это же калаш. А вот это артефакт. Ой, бля. Спасибо, друг. Ага, здорово. Бандиты, его содержат в подвале, помоги ему. Ладно, нет, у меня контракт. Ага. То есть здесь вот так. Вот возьми. Ты, наверное, неплохо знаешь эти места. Что здесь интересного? Ничего. Понятно. Так, а чё? Вот у нас есть калаш, да? А прицел на него ставится? О, ставится прицел. О, калаш, кстати. В неплохом сохране. А ну как он стреляет-то? Блин. Вот это разброс, конечно. Ну ладно. Так, 52. Вот так вот сделаем, чтобы сильно не расходовалась выносливость. И нам надо вот сюда. Пошли. Чё я псевдособаку слышу? А, вон она бегает. Ну ладно.
Помочь людям возле заброшенной фермы. А, кстати, а пошли к этим зайдем. Кидалам. У них есть что-нибудь новенькое? Так, тайник. Пойдет. Ствол на плечо, мужик. Ага. Слушай, классная пушка нужна. Ага, гауссовка. Ну, давай. Жду. Интересно, здесь как в оригинале или нет? Слушай меня внимательно, Баклан. Ты слышал историю про Робина Гуда? Нет? А про Джорджа Справедливого? Так вот, твои бабки пошли в пользу бедных. Забудь про них и вали отсюда. Попробуешь сунуться ко мне, накостыляем, мама не узнает. Угу. Так, ну пока все стандартно, но он бежит обратно. Сейчас посмотрим, что он скажет. Или что мы ему скажем. Ты все еще здесь? Проблемы со слухом? Я всего лишь хотел уточнить. Сидорыч тоже Баклан? Деньги, что вы забрали в общак, принадлежат Сидорычу, на которого я теперь работаю. Он попросил меня покупать хорошее оружие. Так. Что он сказал? Что он сказал, Журнал. Как я понимаю, он тоже Баклан. Деньги Сидорыча, говоришь, сейчас уточним. Ага. Сидорыч, здесь какой-то леченый утверждает, что работает на тебя. Да, работает? Не, все в порядке. Спасибо за информацию, Сидорыч. Извини за беспокойство. Вот так, да? Шо, пацаны? Не получилось, да? Ой, ну бывает. Бери свои деньги, вернее деньги Сидорыча и катись. Зачем же мне катиться? Потеха только началась. Ты не подумал, что я могу сказать Сидоровичу? Как вы забрали у меня не 8 сотен, а 8 тысяч. И как потом к вам придут сердитые люди забрать вдвойне. И кто в таком случае будет Бакланом? Жадной глупой птицей. Не слышу ответа. Ну, наверное, мы... Так вот, Баклан, я не стану делать вам неприятности, но за преподанный урок возьму бутылку водки. Давай ее сюда бегом. Ага. А чё только бутылку водки взял бы реально? 8 штук. Ой. Угу. Сейчас, погодите, лошара ваш мне водку вынесет, и я пойду. Угу. Так. На. Получена бутылка водки. Пока, Баклан. Смешной. Ну, давай попробуем туда зайти. Что тут есть? Патрончики. Сбор всех желающих любителей этого дела назначен на 10:00. Этого дела брать с собой под первым. Блин, перевес. Вот зачем я эту водку взял, а? Что делать? А, ну смотри, это же патроны на ПМ. Зачем мне патроны на ПМ? Кстати, тут же ящик есть. Давай туда все скинем. О. Вот это скинем. И вот это скинем. Кстати, зачем мне 30 бинтов? Целых 30. Куда ты пошел? Угу. Пацаны в броньке наемников. Пустель, ага.
Хлопцы, вы продаете славянский шкаф? Чего? Славянский шкаф вы продаете? Вали отсюда, пока не наваляли. Ладно, повалил. Только после не говорите, что не дождались человека от Сидоровича. Так ты от Сидоровича? Да. А вы, те, кто продает славянский шкаф? Какой к матери шкаф? Ты от Сидоровича или нет? Я-то от Сидоровича, а вот вы, похоже, не те, к кому он меня отправил. Иначе бы на мой вопрос дали соответствующий ответ. Стой, обожди, ты от Сидоровича, верно? Верно, елки-палки. Согласно его указаниям, на запрос вы продаете славянский шкаф, вы должны мне дать ответ, чтобы я убедился, что вы те, кто мне нужен. Не знаем мы никакого ответа, перемудрил Сидорович. Обещал прислать сообразительного парня, а про ответ ничего не сказал. Сообразительный парень — это я. И я сообразил, что Сидорович решил надо мной посмеяться, велев запомнить пароль и ответ к нему. Но чтобы я не один выглядел глупо, сообщу вам ответ, а затем мы разыграем все как надо. Ваш ответ. Остались одни табуреты. Итак, вопрос. Славянский шкаф вы продаете? Это как его? Одни табуретки остались, верно? Ну, наконец-то я ваш нашел. Меня прислал Сидорович вам в помощь. Что надо сделать? Ну, Сидорович. Дело плевое. Забрать флешку у одного типа и принести нам. На флешке, принадлежащей профессору Круглову, находятся коды доступа. Зовут типа Хряк. Обитает на заброшенной стройке. Нам светиться нельзя, а у тебя наряд должен быть подходящий, чтобы сделать похожим на братков. Если спросят, кто и откуда, отвечают: Коляна Уколотова. Колян Уколотый на агропроме под землей сидит. Стоп, я должен забраться в гнездо разбоя и отобрать у какого-то хряка флешку? Вы в своем уме? Захар Карпов, здорово. Не суетись. До хряка дойдешь, никто не остановит, ты же свой для них. А там сунул волыну под ребро, взял флешку. Далее запоминай. Как выйдешь от хряка, справа дверь на кухню. Там лестница на крышу. С крыши спустишься на ворота и видали тебя. Видали в гробу? Не надо пессимизма. Надевай куртку и вперед. Если увидишь, что не выгорит дело, возвращайся. Что-нибудь придумаем. Разве что так. Ладно, пойду гляну. Ну и чё? Одеваем куртку, да, и чё, пошли, да. Пошли. Блин, долго бежать придется. Короче, меня типа не должны, да, это трогать. Сейчас проверим. Да, бандюки нейтральные. Чё за труп? Чё за тайник? Опа, артефакт. О, Слышал? Ой, что-то у меня дурное предчувствие. Короче, не хочется мне из лагеря уходить. Угу. А у меня есть идея. А ну прыгай в яму, козел! Нет! Я не прыгну туда! Хоть стреляйте! Ну как хочешь. Гондурасы! нет человека, нет проблем. Вы торгуете? Ни хрена вы не торгуете. Чё за труп? О, еще калаш. О, бенгальский огонь. Опа-на. А вот это уже хорошо. Давай бенгальский огонь цепляем. Бенгальский огонь.
Первый... Опа, капля. Ни хрена себе. Слышь, бандиты, у вас на базе артефакты валяются. Вы что, слепые, что ли? Серьезно. Опять у меня перегруз. Ладно, и что я вам сделаю? Ничего. Вон, артефакт еще. Выносливость кто дает? Бенгальский огонь я уже нацепил, но у меня перегруз. Опа. 2 грави. Ни хрена себе. Тут есть что? Мне бы еще хотя бы вспышек штук 5. Вот это было бы нормально. Но это ночью. А сейчас у нас сколько? А сейчас у нас вечер. Ага. Ну, нам потом Сидор даст спальный мешок. И можно будет поспать, короче. И... А вообще можно просто дождаться ночи, да и все, что там, блядь. Ну конечно ты станешь здесь. О чем вообще, блядь, базар-то? О, есть. Перепрыгнул. Новый мод, короче, проходим. Вышел прям перед Новым годом. Так, а чё, подожди. Здесь ничего нет. Тут ничего нет. Сейчас замес будет. Пацаны. Да чё ты ходишь здесь, а? Ты кто такой? Фраер? Ох, ни хрена себе, тут фраер. А у фраера там хороший абаканчик есть. 5 вспышек, да, 5 вспышек дают. Если еще и лунный свет нацепить, там вообще вещь. Ладно, пока нас это никто не это. Посмотрим, что тут есть. Бред. Ладно, сейчас пока все возьмем, а там скинем в ящик ненужное. Опа, вы перегружены, чтобы двигаться, ни хрена себе. Ну ладно, вот это выкинем. Радиоактивный хлеб нам не нужен. Возьмем патроны и вот это. Сюда скинем. На чем мы туда скинем? Водку скинем. 32 бинта. Ну ладно, скинем бинты. Оставим, не знаю, 10. Вот эти патроны не нужны. Ну, ладно, оставим тоже. Тут-то что? Ага, тут у нас склад. Ну, склад это понятно. Аптечек у меня до хрена уже. Патроны. Опять я перегружен. Да что за... Хлеб. Не знаю, давай выкинем хлеб. И колбасу. И консервы. Тоже оставим, не знаю, 2. 2 сожрем, 2 оставим. Вот так. Так, Хряк, привет, Хряк, типа привет. Кто такой? Сашка я гоп или гоп Сашка? Чей будешь? Кто пахан? Колян уколотый. Он прислал вещицу забрать, флешку. Вот как? А кто он такой, этот Колян? Колян, он на агропроме под землей сидит. Сидит? Да нет, он там лежит уже месяц, кап. А ты, похоже, ляжешь здесь ряженый. Понятно. Ураем! Ясно. Блин. Блин.
Так, вот сейчас ты вот отойдешь отсюда, а то ты мне, короче, помешал тут. Повторяю для тупых. Отошел к дальней стене камеры. Чего? Какой камеры? Ты что, дебил? Так. Пацаны! Все. Бандиты враги. Нам нужна флешка. Выверт. Патроны. Блять. Упал, отжался. Никого нет. Ты кто такой? Сюда иди. Да что ты еще живой, блядь? На. Аптечку тебе. Выносим базу бандитов. Серьезно, да? Заклинил ты. Ну, конечно, ты заклинил. И еще заклинил. Тут у нас пусто. Ага, вот пацан. Да ёб твою. Заклинил, дебил, блядь. Ствол почти нулячий, он заклинил. Ща мы вам, арапы, не доделаем. Где? Пошел отсюда. Берем его тепленького. И ты пошел. Сталкер, помоги! Открой эту чертову клетку! Вылазь. Пункт управления находится на стене. Спасибо, друг! Я твой должник. Угу. Угу. Ух ты, блядь. Патроны на дробаш нам пригодятся. Заходи, сбоку заходи. Так. О, кстати. Ёпта. Пацан, флекси. В смысле? Ты как туда попал? Застрял в бетоне. Ну, бывает, чё.
А, он открытый, да? Ну, водка нам не надо. Комбинезон наемника, аптечка. Кстати, вот же новый МП5. Можно взять новый МП5. А не новый МП5 выложить. Энергетик возьму. Калаши. Тут чё? Тут патроны берем. Энергетик. Это берем. Вот это берем. Вот это. Вот это. Так, что есть тут кто? Труп есть. Еще труп. Ладно, в принципе, нахрен всю базу выносить. Пошли уже. Ты чё, Место свое забыл. Кстати, здесь же это могут быть это арты. Или я перепутал с чистым небом. Да, походу перепутал с чистым небом. Здесь же нет электр. Так, у тебя что есть? Патроны у тебя есть? Нету. На крышу. Подожди, а что у меня до сих пор висит? Взять флешку хряка. Так я взял. Почему осталось? Странно. Тут есть кто? Нет. Нет, здесь никого нет. Оп. Оп. Вопрос решен. Много артов, которые нужно продать. И кому мы их продадим? Кстати, батарейка есть. Батарейку прицепим. Что еще полезного есть? Вот это вот прицепим. Опять псевдособак слышу. А, ну в принципе псевдособаку можно пострелять с этого, с калаша. Да и вообще монстров пострелять. Плоть. Да, оружеечку не зря поставил. Он все? Ага, псевдособака. Ваншот. Нормально. Ты чё, Еще псевдособака? А немного тут псевдособак? И куда это мы побежали, а? О, еще.
Все, никого, что ли? Ну ладно. Блин, жаль, здесь в ТЧ прокачки оружия нет. Вот это печально. О, еще плоть. Не серьезно, что за косой калаш? Объясните мне. Так, пустельга. Охренел ты. Отправил меня прям к бандюкам. Слушайте, не показалось свинцем отправить меня за флешкой. В чем дело? Я едва ноги унес. Но ведь унес, а не протянул. А чё смеяться? Вы просто-напросто подставили меня. Ничего подобного. Тебя к нам прислал Сидорович. Все претензии к нему. Он нас обеспечивает, а как и кем не наше дело. Поэтому без обид. Ты забрал флешку? Да вот ваша флешка. Спасибо, не держи на нас зла. Ладно, удачи. Окей. Что дальше? И что? Ага. Спасибо за обеспечение, Сидорович Пустельга. Что дальше? Ну и чё, и все, что ли? Так мне что, на кордон идти? Ну, попробуем давай на кордон. Ну, для мода, который весит в оригинальном виде 8 мегабайт, это, конечно, очень даже годно. Понятно. Из 4 выстрелов все мимо. Из калаша. Какой точный, однако, калаш. Блин, я же ушел из темной долины, а мне нужна ночь. Ни хрена, что там за... Опять бандюки, что ли? Ну, ща решим вопрос. О, трупы. Трупы. Много трупов. Бля. Согласен, вали петушар. Трое еще, один из них наш. Один из них свой. Остался еще один враг. Только вот где он? Понятно, тут шашлык. А здесь что? А здесь ничего. Ну, нам только патроны надо. Чё тут? О, слышу. А, так ты здесь? Ну ладно. Зарежем в жопу. Черт подери.
А, волчара. Земля тебе будет пухом, дружище. Волк, ты что здесь делаешь? Живу я здесь. После того, как этот барыга из подвала меня едва не отравил, считаю невозможным проживать в деревне новичков, да еще и состоять на побегушках. Ты серьезно? А то. Пойду на север. Собрал ребят посмелее. Зону поглядят, заработают. А должок барыги я не простил. Удачи. Угу. Ясно, понятно. А, так это ты шашлык жаришь? Ну ладно. Так, и чё? А здесь ничего. Здесь тоже ничего. Ничего себе, с калашами уже бегаете. Ладно, пусто тут. Пойдем к Пидоровичу тогда. Эй, кабан. Эй, кабан. Постой, кабан. Ой. Упал кабан. Так. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Ты все здесь шелестишь? Тебе не надоело еще тут? Бинокль. Нам не надо. Опа. Еще 3 пацанчика. А, ну мы, в принципе, тогда это Пидоровичу все эти артефакты толкнем и все. Он же сейчас даст спальник, короче. Опа. Снова склад. И можно будет до ночи поспать. Чё? Псины? Ну так. Ничего себе, в деревне тайников уже. Так, тут никого, тут ничего. Два пистолета. Возьмем и продадим. Три аптечки. Еще склад на чердаке вот здесь. Берем. Ага, круто. Сколько? Ага, 0,3. Ну, тогда давай сожрем консерву. Ничего себе консерва, полкило. Это что за консерва такая? Кстати, сколько времени? Уже 21:40. А арты у нас на выносливость спавнятся, по-моему, в полночь, да? Угу, хорошо. Ну, здорово. Здорово. Ну, Сидорович, спасибо. Пожалуйста, всегда рад услужить. А по какому поводу спасибо? По поводу твоего задания в Темной долине. Знаю, выполнил, уже сообщили. Молодец. Не нарадуюсь своему выбору. Но в этом случае спасибо должен говорить я. Так что спасибо, леченый. Нет, Сидорович, позволь мне сказать спасибо. Вот удружил, так удружил. Не за что, всегда рад удружить. А что случилось? Да, собственно, ничего, так, пустяки. Я все-таки выбрался живым, а остальное пустяки. Действительно, чего по пустякам поднимать пыль? Ты справился, вот награда. А за такую работу скоро кредит открою беспроцентный. Ты, кажется, о нем просил? Просил. Но мне бы хотелось впредь знать более точно, что от меня требуется, когда... Чего? Когда предлагают работу. Я сам не знал, леченый, поверь на слово.
Хотя я лично никому не верю на слово, но это особый случай. Сидорыч, ты почему такой грустный? Конечно, не потому, что ты не вернул выданную куртку бандита, видимо, считая меня настолько состоятельным. Вот, блин, вообще и куртку зажал. Вот жмот. Что новая куртка, которую добыть не так-то просто и которая имеет цену, немалую, между прочим, для меня пустяк. Но мы уговорились, о пустяках ни слова. Да надо подавить своей курткой. Ответственный ты человек, Леченый, такому не грех открыть кредит вскоре. Значит, грусть твоя не из-за куртки. Слушай, Леченый, мне требуется помощь. Уверен, ты не откажешь, учитывая твою кредитную историю. Приходили в лагерь новичков люди. Грубили, дерзили, обещали вскоре прийти, закончить разговор. А поговорить с ними некому. Волк ушел, Вася генерала вываживает. Разгонят молодежь. Поддержи их. Мне непонятные люди под боком не нужны. Выручишь? Не вопрос, Сидорович, только патронов маловато. На, что есть, потом рассчитаемся. И поторопись, гости заявятся с минуты на минуту. Понятно. Давай, короче, выверты продадим. Вот это продадим. Вот это. Вот это. Капля. Каплю тоже продадим. Север с Ангелиной. Добрый вечер, добрый вечер. Благодарю. Как дела, уже выезжаете? Патрончики и 100 антидрадов. Блин, эти приперлись. Так бы всегда. Ну, удачной охоты, сталкер. Да блин. Не успел я продать все. Да блин, ну... твою... Продать мне не дали. Как Калич бегаешь тут. Ну, будет еще, заходи. А, ну конечно, ну кто бы проветришься, сомневался. заходи. Лады, я прикрою! Прикрой меня! Где? Все? Оружие убрал. Вроде все. Распаковка посылок и не только. Приветствую. Да, Сталкер игра классная. Это не просто даже можно сказать классная игра. Это легендарная игра. Так, ну вроде всех наемников грабанули, да? Аптечку и давай, короче, лутаться. Не знаю, конечно, что я тут налутаю на меньше, чем 10 килограмм. Ну, попробуем. 59,9. Пошли. Так.
А что я, собственно говоря, поднял? Калаш, калаш, 2 пистолета. Так, убери оружие. Слушай, блин, а я же на базе бандитов был, а там был фраер с абаканом. Ёпта, блядь, а фраер я не завалил. Или завалил. А я не помню. Распаковка посылок и не только. Благодарю за подписку. Добро пожаловать. Докладывай, Сидорыч, лагерь отстояли. Не без потерь, но отстояли. Леченый, ты меня снова выручаешь. Похоже, я не ошибся в тебе и в твоей истории. Кредитной. Но к делу. Какому делу? На этот раз приятному. Вот тебе спальный мешок. Разумеется, не новый, здесь не магазин, но спать в нем гораздо приятнее, чем на голой земле. Иди вздремни. Вижу, устал. Спасибо, Сидорович, ты прям отец родной, такая заботливость. Для таких, как ты, сынок, стараюсь. Да, забыл. Я ж тебе давал патроны 2 типов, гранату, а денег не взял. Поэтому хоть защита лагеря дело святое и выполняется без вознаграждения, но я исключительно из благодарности, принимая во внимание твою отзывчивость и стесненные обстоятельства, выдам 1000. За вычетом ранее взятого. 7 сотен в руки. Получи. Спасибо, отец родной. Вот охреневший, а, блядь, ты лысый. Мало того, что я его жопу, короче, спас, так он мне еще и зажал. Ну, сука. Да, вот это продаем. Неплохо. Хороший товар. Вот это продаем. Подожди, что еще? 16 антирадов. Мне столько не надо. Мне, не знаю, хватит сколько. Ну, 5 штук. 3 бинта продадим. Патроны продадим. Аптечки мне столько не надо тоже, да? Пускай будет штук 15. Даже 10. Потому что еще насобираем. Неплохо. Хороший товар. Ну, вроде все. Хотя... Вот так бы всегда. А, я думал, что меня так ваншотит, я ж без брони был. Ну, молодец, что. Так, ну, пока пойдем, короче, это, соберем хабар. Так, убери оружие. Чё? Оружие убрал. Кто там? А, ага. Ты ствол-то убери. Фанат, здорово. Привет, Леченый, какими судьбами? И у тебя нет диалогов, круто. Я тебя понял. Ага. Наемники. Новичок. 56,7. 60 ровно. Опа. Оружие убрал. Твою мать. Как я ненавижу вот эту, когда выносливость заканчивается. Вот сразу просто. Сколько времени? 23:05. Так, в 12 у нас спавнятся арты на выносливость. Надо будет в тоннель сходить. Угу. Калаши... Калаши не надо разряжать, они разряжены. Так, вот так. Да, куда ты продаешь не те патроны, а? Колбаса, бинты. Все. Неплохо. Хорошо. Ну, меня уже будет еще. Заходи. почти 30к. Блин, по сюжету обязательно поспать надо. Но я думаю, арты на выносливость нам важнее, поэтому сначала артами на выносливость займемся. Пустой. 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 Отлично. Все собрал. Продаем ненужное. Так, убери оружие. Что притащил? Что притащил? Хлам притащил. На тебе. Неплохо.
Хороший товар. Энергетики. Энергетики продавать не надо. У тебя даже и купить нечего. Вот так бы все. Нафига? Типичный Пидорович. Так. А ты эту дрянь тягаешь. 23-24. Пошли пока в сторону тоннеля. Ну, проветришься, заходи. Там должна быть как минимум одна вспышка и бенгальский огонь. Это нам пригодится. Это нам надо. Кстати, можно артефакты пособирать. Если получится. Вот есть? Не вижу. Куча аномалий. Понятно. Кабаны. Давай кабанчиков постреляем, чё бы нет-то. Ой, это вообще труп. Ага. Так, а тут у нас псины, да? Ага, ты-то куда это, а? А ты куда? Вот. Вот так вот. Так, пацанчик дохлый. Ага, понятно. Двадцать 23:44. Еще рано. Но уже скоро. Десять минут. Пойду воды налью. Так, ну 12 ночи у нас уже тут есть, да? И должны появиться сейчас арты. Я уже слышу, что они есть. Вот вспышка. Вот это да, вот это понимаю. Вспышку берем. Бенгальский огонь. Есть. Бенгальский огонь. Отлично. Так, бенгальский огонь 2 штуки, вспышка 1 штука.
Уже проще будет. Правда, тут еще что-то должно быть. Тихо, тихо, тихо. Да блин, дайте мне посмотреть. О, еще один. Еще бенгальский огонь. Есть. Повесим его вместо вот этого. Да, тут осторожно, тут это так, это нормально. Так, теперь нам куда? Ну, не знаю. Знаешь что? Ну, пошли, короче, к Пидоровичу. Сейчас выберемся отсюда. Да. Я тебя понял. О, нормально. Вообще выносливость не уменьшается. Когда все вспышки навесим, будет вообще круто. А если еще и лунный свет попадется? Но это, я думаю, в подземельях Агропрома уже разживемся. Вот это мне нравится такая скорость передвижения меня устраивает. Так, теперь нам надо поспать по сюжету. Что притащил? Вот так вот. Все. Чё? Это что такое было? Сидорович. Знаю, леченый. А, блин. Отнесу кейс. Что, опять? Пацан, да. Ну да. Так. Как дела, Сидорович? Выспался? Да, славненько вздремнул. Спасибо за спальный мешок, Сидорович. О чем ты? Все для вас стараюсь, не засыпаю в том числе, а покоя нет. Почему? Потому что из темной долины ничего не слышно. Даже вопли зверей? Конечно, выспался, покушал, сытый и довольный, чего не шутить. А у меня маковой росинки с утра во рту не было. И ответственность проклятая за людей в темной долине гнетет. Они должны были давно выйти на связь, но не вышли. Пусть Эльга и ребята профессионалы, дело свое знают. Но если что-то или кто-то им помешал. Сходи, пожалуйста, леченый в темную долину, глянь одним глазком, что там происходит. Ни во что не ввязывайся и мне сообщи. Заказчик наседает, и я ничего не могу ответить. Ну ее к лешему долину темную. Согласен, ну ее. Но здесь вопрос в другом. Моя репутация под вопросом. Пропала репутация, и я погиб. Я взялся обеспечить людей заказчика. Деньги, понятно, копеечные, но взялся. Они должны выполнить свою миссию и покинуть темную долину. После этого ноша ответственности свалится с моих плеч. Не хотелось бы, Сидорович. Вознаграждение будет соответствующее, леченый. Экипировка подобающая. Кредит, разумеется, не за горами. Прогуляешься в долину, потом наберешь товара у меня и вглубь зоны. Романтика. Ладно, Сидорович, не портить же нам удачно складывающиеся отношения. Умный хлопец, не зря Железный Феликс тебя взял. А что вы, кстати, делали на радаре? Впрочем, поговорим позже. Что-то подсказывает мне, что тебе может потребоваться хорошее ружьецо. Например, такое. Ого, видимо, в долине что-то в самом деле неладно. Давай договоримся о связи, чтоб не волновать любопытных, шли такие сообщения. Глухо как в танке, если заблокирован вход в лабораторию X-18. Чему ты удивился? Я разве не сказал, что пусть Эльга направился в лабораторию? Там ищи его. Пусто как в бочке, если никого и ничего нет. Дядя Митяй захворал, если они на том свете. Надеюсь, что это не так. Я еще не забыл про славянский шкаф, Сидорович. Просто схожу и без всяких шифров доложу. Чтоб тебе ноги не бить попусту, я попросил Лиса провести тебя в долину через подземный переход. Удачи. Пока. Все с тобой понятно. А что продать? А, слушай, тут же у меня это есть. Хлам. Неплохо. Хороший товар. Арты на пулестойкость. Да толку-то с нее. Батарейка. Батарейка. Батарейку оставим. Пока. Она еще пригодится. И вот это оставим. Неплохо.
Вот так бы всегда. И все равно я с перегрузом. Ну все равно. Сейчас проверим, короче, как работает арты. Конечно, их маловато, чтобы вообще не уставать. Но посмотрим. Да, все равно быстро тратится выносливость. Блин. Но зато у меня вон что есть. Так, убери оружие. Вот это вещь. Вот это вещь. Как шашлык приготовится, так мы и сядем. Слушай. Нам же калаш, в принципе, не нужен. Там будет в лабе, да? Да кто там, блин, помощь... вот ты валяешься, что ли, раненый. На. Эй, кто-нибудь! Я пошел. Ладно. По пути, короче, монстров постреляем. Все равно патроны здесь особо не нужны. Что тут есть? Что тут есть? Вон есть псины. Есть вот псины. -1. Ни хрена себе, а чё они дохлые тут валяются? Даже и пострелять не пришлось. Хотя там вон. Чё? Ни хрена себе, откуда их столько? Минус псина. Вон еще псины. Пусто? Нет. Ну, не важно уже. Так, все равно килограмм перевеса у меня. Ладно, пофиг. О, а тут бандюки есть. Или это не бандюки? Бандюки! Что это, блядь, было? Отлетело ж, блядь. Отлетел нормально. Так, а что еще где? Тут еще где-то должен быть второй. Ага. Вот так вот. Поехали дальше. Так, ну, там все равно придется. О. Минус псина. Минус еще псина. Кто стреляет? Что происходит? Кабаны? Дайте мне кабанов. Они их завалили уже. Или нет? Или не завалили? А вот теперь, походу, завалили. Аномалия. Уже не важно.
Ну чё? А, это ты. Я думал, кто-то другой рвется в долину проведать мутантов и бандитов. Да я и не рвался. Обстоятельства и ожидания кредита, который обещал Сидорович, вот причина моего путешествия в долину. Сидорович обещал кредит. Хорошо, что существуют оптимисты. Жить веселее. Идем? Пошли. Ну, пошли. Так. Опа, здесь никого нет. Круто. Короче, мне надо в X18, да? Ясно, понятно. Новые мутанты есть? Конечно, есть. Ай. Прикольно. Ну, что-то пусто. Ага, вон кто-то есть, да? Все. Я, конечно, не уверен. 5-12. Пошли проверим вот это болото, берег болота. Теоретически еще могут арты там лежать. Но что-то я их не вижу. Походу все уже. Да, все, нет артов на выносливость. Уже нету. А здесь сейчас будут бандюки. Для бандюков у нас есть змея. Ага, повалили. Потом догнали и еще раз повалили. Так. Ага. Ни хрена он меня вшатал. Блин, кровотечение, ну ладно. Пусто. Блять! Сидит, блин, беспалевно, как будто так и надо. Ладно, не будем мы уже арты подбирать. А чё мне покупать, ну реально? Не знаю, вот чё мне купить. Ай, ладно, давай. Если только скат 10. РПГ. Слушай, а РПГ нам на это может пригодиться, короче, в лабе. РПГ нам может пригодиться. А еще здесь тайник где-то. Кстати.
И он вот здесь. О! Самое то, слушай. Так, а мне вниз надо. А, вот все. Да, да. Срисовали вас. Один. Ну, в принципе, я знаю, где он сидит. Так что это не важно. Спрятанный рюкзак. Вот у нас еще вот здесь тайник. Вот здесь вот. Вот здесь. Артефакт. 62. Понятно. РПГ много весит. Ну а что делать? Давай это, консерву съедим. Я еще и псевдособаку слышу. Понятно. Чё? А, он внизу. Все, я понял. Блин, хлам всякий. Ща, короче, мы с тобой вопрос решим. Вот эти патроны возьмем. Комбез не... Ой, блин, я уже не могу двигаться. Кстати. Комбез-то мне и не нужен, потому что сейчас мы в X18 найдем броньку монолита. Она намного лучше. Главное сейчас не отъехать от последнего пандюка. А ему вообще похер. Внесло его, прям впечатало. Граната. Дверь заперта. Все, мы уже в X18. Уже в X18. Так, и чё? Чё тут есть? Капля есть. А вот и первый товарищ. Шо тут? ЛР-ка. А она лучше калаша, слушай. Правда, здесь нужен другой прицел. Ну, надо подумать. Ну, ладно, в принципе, это знаешь что, давай, короче, пока не будем брать. Возьмем только патроны. С другой стороны, можешь мне выкинуть этот РПГ нахер. Че я его таскаю? Вот зачем он мне? Еще артефакт, но я туда не полезу, там радиация. Не так уж он и много стоит, чтоб ради него. Ага. Огненный шар еще один. Еще есть артефакты?
А что здесь есть? Патроны на калаш. Аптечка. Так, я насколько помню, здесь не спавнятся арты на выносливость, так что спать здесь смысла нет. А вот в подземельях агропрома они спавнятся, так что там будем спать. Если еще не ночь будет. Огненный шар. Не, ну правда, зачем я брал РПГ? Тут даже псевдогиганта нет. Вон еще РПГ валяется. Патроны. Гранаты. Кто тут есть? По-моему, сейчас будут про кровососы. Так, еще одна ЛРК. Кстати, а ее разрядить можно? А нет, нельзя. Так, вот дохлый кровосос. Вот пустельга. Сохраняемся. Винторез. Ну... Не знаю, слушай. Реально не знаю. Убрать РПГ, взять винторез. Ну, давай. Щупальцы. Ага. Да. В смысле? Как вы меня достали на столе? Вы чё, охуели, что ли? Вот попутавшие. Так, это пора дробаш, короче, брать в руки. Да, я еще не взял, да? Берем вот это. И чё? Вон они внизу ходят. Ща. Отсосал. Ну и все. Ты не крову сос, ты и другого сос. Гранаты. Не нужны нам гранаты. Блин. Вот интересно, как столько патронов в такой ящичек помещается, а? Научные аптечки. Научные аптечки нам нужны. Кстати, я же это не взял комбез монолитовский. Вот дебил. А я удивился, что они так быстро меня вынесли. Конечно, без брони не вынесут.
Комбез монолита, где он? Вот он. Во. Только у меня теперь перегруз. Ну, круто, чё. И что делать? Патроны выбрасывать? Ладно, у меня есть бронебойки, и калаш все равно ни хрена нормально не стреляет. Так. Слушай, кстати, тут калаш должен быть прям нулячий вообще. Вот он, да. О, теперь у нас калаш с подствольником. В смысле? Почему не может двигаться? А, 61. Пошли? Шо, пошли? Короче, пацаны все отъехали. Леченый, твою мать, ты под землю провалился, повторяю. Обязательно встреться с Лисом. Он будет где-то встретиться спустя. Ну ладно. Так, опять бандюки. Ну. Для бандюков у нас есть МП-5. Или наемники. Кто здесь? Бандюки. Да. О, ёпта, блядь! Ёпта! Ёпта, блядь! Научную аптечку использую, блядь, ты сука. Так, последний. Куда свалил? Я знаю, где ты. А, нет. Он вот тут. Все. Калаш. Да не нужен мне калаш. Вообще от него, по идее, избавляться надо. От калаша этого. Тут что? ЛР-ка. Без прицела, да? А ну-ка. Не. Не хочу. Не хочу.
Кстати, он уже у меня сейчас отберет этот дробаш. Хотя, в принципе, можно и не отдавать. Надо подумать. Можно не отдавать, но у меня... ну, не знаю. У меня, в принципе, МП5 есть. Привет, Лис. Наш общий знакомый настоятельно рекомендовал мне встретиться с тобой. Полагаю, ты оценишь его рекомендацию. На кордоне появились люди, интересующиеся тобой, поэтому путь тебе туда закрыт. Все, что хочешь сообщить или передать Сидоровичу, сделаешь через меня. Итак, каков результат твоей миссии? Дед Митяй захворал. Какой дядя Митяй? Сидорович про такого ничего не сказал. Это условное сообщение, хотя вначале я предлагал послать ему текст пусто как в бочке. Ничего не понял. Скажи, пожалуйста, без бочек и танков, каков результат? Пустельга и его люди мертвы. Видимо, они не ожидали, что в закрытой лабе наткнутся на парочку кровососов. Сколько их там на самом деле, я не интересовался. Что-то обнаружил? Там все давно найдено и разграблено. Попалась служебная бумага, больше ничего. Как знать, может это то, что нужно. Сидорович велел со всем найденным отправляться на территорию Агропрома, где база вояк. И командира Сидорович предупредит о тебе. Тот является представителем заказчика. Отдашь воякам все, что нашел, за это получишь награждение, причитающееся 3 наемникам. По-моему, вариант неплохой. Согласен. Да, Сидорович спрашивал о дробовике, который выдал тебе. Если не нужен, можешь вернуть со мной. Ну, не знаю. С одной стороны, вроде дробаш хороший. С другой стороны, реально, рюкзак не безразмерный-то. Короче, забирай. Мой тебе совет, затаись пока на том же Агропроме. Ну все, нам на Агропром теперь идти. А там у нас задание встретиться с группировкой Крота. Понятно. Ага, и переход удалили. Понятно. И со свалки удалили? И со свалки удалили, охренеть. Реально на кордон не попасть теперь все. Значит, тогда идем сразу к долгарям на блокпост, скидываем ненужный хабар и на Агропром. Берем все. Тут у нас псины должны быть, да? А вон еще артефакт. Пошли тоже заберем. Один, да, только? Ну ладно. Пошли. На свалку. Нет. Опа.
Опа. Еще один. Где? Слышь ты, опять в кустах заныкался. Музычка. Узнать, кто играет? В смысле? Опа, еще бандиты. Че я как дебил, блин, стреляю с этого... Вот так надо стрелять. Стреляю, блин, из МП5. Узнать, кто играет. Кто таков музыкант? В смысле, а где искать-то? Что-то я не понял. Что за задание такое интересное? О! Какой-то сталкер тут. Узнать, кто играет. Ща узнаем. И где он? Наверху? Внизу? Так, ну явно не внизу. Значит, наверху. Ага, вот он. Дядька из дупла? В смысле? Привет, гитарист. Здорово, сталкер. Как звать, куда направляешься? Зовут Леченый. Направляюсь по делам, направляюсь. А ты кто? Я дядька из дупла. Кто? Дядька из дупла? Удивлен, значит, не здешний. Я торговал немного в депо, здесь неподалеку. Прозвище мое дядька. Остряки прозвали дядька из дупла, то есть из депо. Торговец из депо, понятно. А чё не на рабочем месте? Бандюки выжили, сталкеров разогнали, товар забрали. Ограбили подчистую, одна гитара осталась. Не повезло, так нанял бы бригаду, решили бы вопрос. Нет смысла. В депо целыми днями стрельба, сталкеры с бандитами делят территорию. Торговать все равно невозможно. Жаль только напарника моего, возвращался с агропрома и попал в переплет. Братки ограбить хотели, он от них в туннель с аномалиями убежал. Говорят, там и погиб. А при нем кейс с выручкой и списками должников. Может, выручишь, принесешь кейс? Называешь себя торговцем, а не затейлив ты, как штаны. Рассказал про кейс с деньгами первому встречному и рассчитываешь, что тебе его принесут. Чтобы стать торговцем в зоне, надо людей хорошо знать. Такой, как ты, не обманет дядьку из дупла, по глазам вижу. Эх, надо было противогаз не снимать. Деньги в кейсе тебе, список должников мне, по рукам. Как ты меня в оборот взял, дядька из дупла, и подумать не успел, а уже договор. Торговец, одним словом, хорошо, по рукам. Ну, понятно. Уже прикольно сделали, а? Так, ну нам сначала надо выложить ненужное. Потому что вот так бегать, это вообще... Так, чё, пацаны, чё вы мне скажете? Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это все выкладываем. Потом патроны бронебойные.
50 ровно. Паркуются в лесочке на баре двое сталкеров. Первый крутой такой весь. Аж из ушей. Ну, я не знаю, слушай. Второй замухрышистый. На винторез у меня всего 11 патронов. Есть смысл его таскать? Наверное, нет. Дверцу помятую захлопнуть не может. Как больше будет, так, может, возьмем. Так, теперь что еще? Калаш у меня остается. Вот это. А, водку выложить. Нахер она нужна? 7 антирадов. А крутой молча стоит у своей машины. Куча гранат. Вот эти патроны выложим. У меня пока такого ствола нет. Сочувствуем так. Да, приятель, не повезло. У меня Толстая стопка научных бумаг. Сплошные... Ой, блин, какие-то цифры, понятно. и засрали все в усмерть. Значит, нам надо идти в туннель. Понятно. Там как раз по дороге надо защитить сталкеров. Ща решим вопрос. О. Да, ну без перегруза нормально, не уменьшается выносливость. Так, убери оружие. Лис. Так, убери оружие. Печально, а что делать? Так, а вот и бандиты. Так, откуда? Вон еще. Ни хрена ты охреневший. А ну сюда иди. Кондеха, кондехой. Разговоры, ща я выйду, ты ляжешь. Я тебе говорю. Ты понял? Ёб твою мать. Хедшот. Где еще один? Ну да, кустарные войны, конечно же. О! Был пацан, нет пацана. Да блин, что за лаги? Все? Задание выполнено, отлично. Нам в тоннель надо. Нам в тоннель лезть. Так, тут вроде можно пройти. Здесь нам нужны патроны. Ну а что, как еще проходить? Вот куда вот здесь идти, а? Здесь аномалия. Здесь тоже аномалия. Так, вот здесь тоже аномалия. Так, вроде прошли. Здесь можно пройти. Здесь можно пройти. Здесь. Здесь. И вот здесь. А вот и кейс. Гадюка 5-9 на 18. Ну такое себе. Да у меня даже патронов таких нет.
Не-не-не, нам же сюда. Вот сюда вот. Потом вот сюда вот. Потом вот сюда вот. Ой-ё. В аномалию попал. А как пройти-то? По-моему, как-то вот сюда можно. Давай это с разгона, короче. Вот так вот. И теперь мне надо сдавать кейс, да? Понятно. Кстати, здесь вроде артефакт в тайнике. Во. Да. Артефакт. Еда. Это вас, уважаемый контролер, предупреждает. Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете вглубь зоны. Сейчас к пацанам подойдем. Вернее, к пацану. Каким пацанам, блядь. Опять играет. Ну да, у него ж одна гитара. Вот кейс его напарника. А сам он в туннеле, не соврали. Такой хлопец, жаль. Ладно, теперь урегулируем наши отношения. Открываем кейс. Что здесь у нас? Деньги. Деньги зло, но тебе нужно. Но уговор дороже денег, они твои. Спасибо. 25 косарей, нормально. Список должников это мое. Так, а в дот да не тот. Брал 1000, с процентом будет 1200. Иван Колодезный, 500. Вроде бы зону покинул. Мартын Матерный, 5000. Хороший мужик, не возьму проценты. Феликс Железный, 7500. Говорят, пропал на радаре. Я за него заплачу. А чё так? Должник я его. Причем порядочный. А вот, есть еще должники. Антон Рваный, 2300. Грек, 8400. Сидорович, 50 тысяч. Ну да, Пидорович может. Не-не-не, никаких Антонов, тем более Сидорович. У того денег, как у дурака Махорки. Хряк, 10 тысяч. Списывай долг в потере. Уверен, как тебя вижу. Жаль денег. Хорошо. Теперь я со списком, значит, с деньгами. Ты, леченый, удружил мне, стало быть, мы друзья. Если что нужно, говори, удружу. Есть у меня кое-какие дела на агропроме, но твое предложение помощи учту. Все. Так, он нам другом стал и пошли, все. Опять выкладываем ненужное. И на агро. На агро пора. Так. Вот это сюда. Вот это сюда. Вот это сюда. Все. Ой. Поехали. Тут можно из МП5 пострелять. Тут вон плоти. Всякое такое. Это вообще труп. Это тоже труп. И это труп. Одни трупы, слушай. Живых вообще нету. Ой, блядь. Какого хера ты, блядь, что? Ебанутый, что ли? Так и че... О, стоп, а это кто? Это кто? Аптечка. Ясно. Пустой пацан какой-то. Так. Блин. Кабанчики. Кабанчики.
О, артефакты, слушай. Раз. Два. А на агропроме еще много их будет. Ну, насобираем, короче, артефактов. И еще надо не забыть зайти в подземелье. И в этом подземелье собрать на выносливость арты. Это обязательно. Опа, бандюки. А чё они... Так, сохраняемся. Ой, сохраняемся, а не грузимся. Сейчас посмотрим, что им надо. Ха, смотрите, кто к нам колеса катит. Я тащусь, пацаны. Пузырь. И чё? Привет, Коля, не шутишь. По этой дороге, откуда ты идешь, недавно убежал сталкерюга, похожий на тебя. Все сталкеры чем-то похожи, а если одинаковый комбез, так не отличишь. Во-во. Поэтому мне без разницы, ты это был или кто другой. Гони бабки, что же задолжал нам убежавший. Каждый должен отвечать за себя. Ты же не отвечаешь за то, что совершит хряк в темной долине или гопота на северном блокпосту или... Короче, карманы наружу, рюкзак вверх дном. Зато уйдешь своими ногами вниз, а не вперед. А тут 3 варианта ответов. Тут 3 варианта. Давай я направляюсь к командиру военных по важному делу. А, ну тогда шагай. Серьезно? Ну ладно. Так, тут... Артефактов нет, да? В смысле? Он мне сказал, давай шагай. Ладно, мне в принципе насрать. Еще один. А, вон он. Это кто? Не. Ну вы, слушай, вы определитесь. Если вы говорите, типа шагай, значит... Все. Ладно, я надеюсь, они не квестовые. Это что, обрез? Так, командиру военных это нам... Сюда, что ли? Пошли. Артефакт. Артефакт. Странные какие-то бандиты. У них тут артефакты под ногами валяются. А они там ждут кого-то. Патроны. Артефакт. Комбез наемника. Так. Вот тут есть один нейтрал. Ага, я понял. Сейчас решим вопрос. Бля. Стреляют. Где? Кто? -1. Все. Минус все. Спасибо, друг. Выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Послушай. Военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и побыстрее.
Побежали, я тебя выведу. Спецназ. Слушай, а спецназ это хорошо. Хотя, зачем мне хабар? У меня и так все есть. Так, ну чё тут? Фух, тут тихо. Можем подождать, пока рейд закончится. Серый сказал мне, что ты ищешь. Это здесь, где-то, под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Удачи. Так, момент, отойти надо. Все, поехали дальше. Что за военные игрища здесь происходят? Я со своими ребятами нашел неплохое местечко с артефактами, когда на нас непонятно почему напали военные. Позже выяснилось, тотальный прочес агропрома, у вояк сбежал секретчик, их командир вне себя от злости. Нагоняя ожидается серьезное, может быть, с отставлением от должности. Теперь у вояк приказ зачистить агропром, найти беглеца. Вот те раз. А я направляюсь к начальнику военных. Это путь в могилу, приятель. Военные озверели. Сначала стреляют, потом велят остановиться. Неудачное время ты выбрал. Я рассчитывал получить хорошее вознаграждение. Ты его получишь только в одном случае, если сообщишь военным, где находится их дезертир-секретчик. Во всех остальных случаях тебя ожидает летальный исход. Найти секретчика – неплохая идея. Спасибо за подсказку. Рад, что помог. Отблагодарить тебя мне нечем. В лагере все имущество пришлось бросить из-за военных. Если интересует, вот тебе план подземелья, где, как говорят, находится нычка самого стрелка. Мы тоже его искали, но ничего не нашли. Может, тебе повезет. На плане вся информация о тайнике. Но имей в виду, там помимо тайника бандиты, зверье и, подозреваю, военные. Поэтому я пас. И на том спасибо. Удачи тебе в Обигачи. Понятно. О. А, подожди, это к бармену, да? Ну, секретчик, я так подозреваю, что это этот дезертир, который сидит вот там вот. Тут у нас артефакт. Возьмем. Псина. Псина. Чё по... Ой, бля, что тут происходит? Пойдем посмотрим, что ли. Там еще и батарейка есть. О, медуза. Батарейка. И радиация. Ну да, ну да. А, ладно, сейчас пройдет. Еще артефакт. Так, так, так. Привет. Опа, дай угадаю, ты тот, из-за кого весь сыр-бор на агропроме. А ты ищейка? Так иди сдавай. Ты не угадал, я не ищейка. Но из-за твоего побега я не смогу попасть к вашему командиру. А он мне денежки должен. Денежки? Ты оптимист. Чтобы наш капитан кому-то денежки дал. Я выполнил задание, за него полагается вознаграждение. Но я не могу его получить, пока тебя не поймают. Видишь, как получается? Сдашь? А ты что предлагаешь?
Что предлагаю? Я составлял список паролей на эти дни. Сегодня пароль Волк Тамбовский. Отзыв мой товарищ. С ним пройдешь хоть куда. Иди на КПП НИИ. Если получишь деньги, укажи, где я спрятался. Я никуда не уйду. А если не получишь, приходи сам. Договорились. Его переименовали. Он теперь не дезертир, а секретчик. Понятно. Ну пошли. Посмотрим. Ну понятно, в общем. Артефакты еще есть. О, военный. Так он это, слушай. А, смотри. Только что это врагом был, теперь уже друг. Прикольно. На КПП. Так, сохранка. Стоять! Пристрелю, скотина! Ага. Стоять, пароль. Волк Тамбовский. Ого, откуда же знаешь пароль? Отзыв давай, как положено. Видал чего? Ну, мой товарищ, отзыв. Теперь докладывай, кто таков и что нужно. По указанию командира НИИ выполнял задание. Теперь нужно с ним встретиться, доложить результат. Прыток ты. Вначале я свяжусь с ним. Конечно, порядок есть порядок. Живи по уставу, завоюешь честь и славу. Я просто хренею. Какое у меня сегодня хреновое настроение. Ага. Стой, стрелять буду! Пристрелок такой-то матери. Пристрели его. В ружье! Ну, отлично. Пристрели, говорит. Говорит, пристрели его. Ну, вы это тогда не обессудьте. Не обессудьте тогда. Я пошел, короче. Секретчик же сказал к нему прийти, если ничего я не получу. А я ни хрена не получу, так что пойдем. Окей. Ты чё? В смысле, ты нормально? Эй, ты чё тут сидишь? Вот скоты. Вознаграждение получил? Да, собственную жизнь. Что же делать? Что делать? Расскажи-ка, приятель, что произошло? Чё ты в бега подался? Позарился на дармовщину, вот и весь сказ. Бандиты, что обитают в подземных катакомбах, попросили помочь с расшифровкой. Деньжат обещали. У них есть выход прямо на территорию НИИ. А вон и военные ходят по болоту. Я ночью туда подошел с шифровальной машинкой, но не успел слова сказать, как остался без нее и оружия. Ограбили и в нору свою скрылись. Блять. Идет этот. Так, ну он меня в принципе не видит. Но мы его все равно грохнем, потому что нехрен тут ходить. Все. Был пацан, нет пацана. Так. Хотел тревогу поднять, но как объяснить пропажу шифровальной машинки, если ее выносить из комнаты нельзя? В общем, ничего умнее, чем убежать из части, я не придумал. Умен, значит, ты в шифрах разбирайся. Ну-ка глянь в эти бумаги, видишь столбцы чисел. Что это, шифр? Вполне может быть. Точно можно сказать, если через машинку шифровальную прогнать. Как она выглядит, машинка? Это ноутбук с соответствующим программным обеспечением, заключенный в герметичный противоударный корпус. Выглядит как кейс. Ноутбук похож на кейс. Ладно, посетить штук здесь. Схожу, потолкую с теми хлопцами, что машинку стырили. Меня уже раздражают возникающие на ровном месте проблемы. Как попасть в подземелье? Через НИИ не попадешь. Свой вход бандюки завалили. Я нашел неподалеку лаз, но там жутковато. Вниз слезешь, а как наверх выбираться? Я доски уже приготовил, чтобы спуститься, но боюсь. Хорошо, давай координаты лаза и жди здесь. И чё? Вперед в подземелье. Понятно. Ну... Вперед в подземелье, хули делать.
Так, это где там? А, вон туда надо идти. А, вот этот вход, да? Ага. Вот оно как. Опа, а чё тут это? В смысле, чё тут все нейтралы? Не понял. Вылет. Вылет. Почему вылет? Почему вылет? Сейчас посмотрим, почему вылет. В безлоговый вылет. Ладно, тогда давай просто загружаемся. Так. Это давай сразу, короче, восстановим управление, потому что вылетело и сбросилось. Так, бинт F2, аптечка F1. Сохранение F5, загрузка F9. Применить. Перезапускаем. И поехали. Загрузить. Так, чё, опять игру не подхватил? Чё за дела? Ну, конечно. Придется перезапускать. Да. Придется перезапускать. Запускаем. Опять не подхватывает. Да ты что, прикалываешься? А, все. Все, нормально, поехали. Блин, если сейчас опять вылетит, будет печально. Так, бандит. И чё? Здорово. Здорово, здорово. Уколотый. Ты кто, сталкер, а ты? А я Колян Уколотый. Да ну, ты же вроде не жилец. Верно, откуда знаешь? Хряк сказал. А, ты, значит, и есть сталкер, что отправил к праотцам Хряка? Да как сказать, Вот чего не ожидал, так встреча с тобой. Ну спасибо, молодец, не знаю, как благодарить тебя. По какому поводу такой экстаз? Ты отомстил за меня, вот тебе причина экстаза. Хряк гнида заказал меня фраеркам, но я их перекупил, и они ему нашептали, что я оставил этот мир. Он осел, поверил.
Здесь подоспел ты. Спасибо, уважил. Проси, что хочешь, потому что мы теперь кореша. Все мое твое, а твое мое. Прямо сказать, я не готов к такому повороту. Ну, раз кореша, то подскажи, кореш. Не бывал ли у кого в ваших краях ноутбук военных? Ребята попросили узнать. Может, договоримся? Ноутбук дятла-секретчика? Да, дятла. Он... Да, блин, это электро достало уже. Он здесь. Хлопцы мои рассчитывали поиграться. Говорят, новый сталкер вышел с приставкой FM. Ни хрена себе отсылка. А в ноутбуке одни таблицы и больше ничего. Тупые вояки. Забирай его. Просто так даром. Мы же кореша. О чем толковище, братан? Впрочем, если хочешь выглядеть прилично, окажи услугу корешу. Разгони животных у выхода к НИИ. Да с вояками реши вопрос. Ищут беглого, грубят. Выход в НИИ завалили. В свою берлогу бывшего убежища стрелка попасть не могу. А там все нажитое непосильным трудом. Ноутбук, кстати, там. В этих катакомбах я хозяин. И никого здесь не потерплю. Сделаешь? Мы же кореша. Понятно. Мы же кореша. Только знаешь, что надо? Надо поспать. Сколько времени? Время. 14:15. 17:13. 20:06. 22:55. О! Давай вот сейчас вот сохранимся. И попробуем еще раз. 1:50. О! Арты появились. Арты появились. Да ты серьезно? Так, 2 батарейки навешиваем. И идем собирать арты. Да блин. Что за звуки? О! Лунный свет. Вот это от души. Лунный свет. 2 вспышки. И бенгальские огни. Вот это вот я понимаю комплектик. Все, пошли. В смысле? Привет. Ты откуда взялся? Успокойся, я корешок Коляна Уколотова. Иду потолковать с ним. Дельце у нас вообще. Куда он девался? Так, Колян месяц назад копыта отбросил. Придумай что-нибудь веселее. Полчаса назад с ним разговаривал. Я в теме, чувак. Ты разговаривал? А где ты его видел? Возле свечки? Да, там. Колян меня попросил оказать услугу. Хочу сообщить его, что выполнил его просьбу. Мы там его похоронили и свечку поставили. Ни хрена себе, ты разговаривал с покойником. А просьба у Коляна всегда одна. Перейди всех живых в катакомбах, чтобы его дух здесь правил. Ты не первый, кого он об этом просит. Отправляйся к Коляну. Ты полегче. Я тебя понял. Вот это поворот. Вот это поворот. Опять научная аптечка. Вот что за дела? Опять заклинило. Да хватит за... Блядь, быстрей! Опять вылет. Да что за херь? Почему опять вылет? Чё за вылет?
Блин, какой-то Smart Terrain скрипт, что-то там. Охренеть. Ладно. Давай это пока тогда подземка на статику перейдем. День Чернобыля он такой. В любой непонятной ситуации переходи на статику. Блин, что я начал за... А, все нормально. Все нормально. Думал, опять не подхватил. Ой. Ха. Он еще не красный, ну ладно. С ним побазарить надо, так? Ладно. Сейчас только вот эту. О, а у меня патронов мало осталось на МП5. Так, так, так. Да серьезно? Заклинило его. Слушай, у меня же гранаты есть. У меня же есть гранаты. Ха-ха. -1. А вон и сообщение. Убей всех. Блять, опять то же самое. И чё, опять с тем же логом, да? Да. Блин, и чё делать? Ну, тогда давай попробуем сразу, короче, их вынести. Короче, понятно.
Начинается вот такое и сразу вылет. Блин. Что делать? Так, S. Сейчас у меня тут где-то был оригинальный скрипт, вот он. Сейчас мы заменим. Попробуем так сделать. S. Так. И чё? Опять завис. Ну, отлично. Сейчас попробуем посмотреть, короче, на форуме, что за вылет. Stalker FM. Да нахер мне ваше радио? Да, самое то этим заниматься на стриме вообще. Поехали. Вылеты, вылеты.
Калаш детект, буэнос. Буэнос. Ага, вот. Да не, подожди. И можешь не выполнять этот квест? Не, ну зачем? Я надеюсь, он не сюжетный. Давай, короче, заново грузимся и все. Загрузить. Ты опять игру не подхватил? Ща, погоди. Так, сохранить. Сейчас еще раз перезагрузим. Так. Да почему он игру не подхватывает, а? О, поехали. Ну, в принципе, у меня нет квеста их убивать всех. Чё? Прикол. Так, идет. О, военный. Патроны закончились. Переходим на калаш. Ёпта, блядь! Что ж такое? Слушай, такое впечатление, что я не в правильном порядке начал, короче, проходить этот квест, и поэтому он вылетал.
Да идите вы все нахер! Блять. Что ж вас так много тут? Да хрена вас что-то здесь. Четверо. Трое. Двое. Еще. Один. Один остался. Все. Ой-ё. Ничего себе, меня почти грабанули. Нормально, чё. У меня патроны закончились. Вот это круто, чё. Да, и что теперь делать? Ну, не знаю, патроны собирать. Вот это возьмем. Вот это возьмем. Да, видимо, я неправильно проходил квест. Не предусмотрел автор такого. Ну, печально, что. Я не знаю, МП5 оставить? Да ну нахер оно нужно уже. Там же реально хлам был. Повреждения у него вообще просто на нуле, считай. Вот, кстати, обрез, да? Подожди, один обрез. Вот обрез. Давай вот возьмем обрез. Да все, не нужны мне ваши МП5-ки. Выкиньте их нахуй. Обрез. О, кровь камня. Какой лучше? Вот этот лучше, вот этот выкинем. Кстати, мне ж надо пожрать. Так. О, все. Все, решили, короче, проблему с вылетом. Кровосос. Кровосос. Не-не-не-не-не-не-не. Я не в теме. Ты чё, не знаешь, что нельзя так за людьми гоняться, а? Еще один кровосос. Ой. За мной не гоняйся. Да, ты чё, бессмертный? Успокойся. Блять! Ёпта, блядь. Охренеть. Так. Шо, все? Всех развалил? Морской еж, радиация минус 30. Прикольно, но не надо. Нам, собственно говоря, надо тайник стрелка за ноутбуком. Поехали.
Так, ну-ка, чё тут? Чё тут у нас? Комбез. Чё за комбез? Комбинезон сталкера. Не надо. Чё? Чё я сделал? Почему свернулась игра? Ну ладно, хорошо, хоть не вылетела. О, нормально. Слушай, так здесь же калаш стрелка. Ну, допустим. Калаш. Точность у него повыше. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Давай, отсоединить прицелы, разрядить, выбросить. Прицепить, прицепить. О, от души. Вот это хорошо. Тут ничего нет. Подожди. А ноутбук-то где? Найти шифровальную машинку. Я не нашел шифровальную машинку, да? Где ноутбук? А, вот. Интересно. У меня, короче, жизнь уменьшилась. Так, а тут у меня, слушай, комбез-то уже покоцанный. Да. Лучше все-таки уже одеть это комбинезон сталкера. Монолитовский уже убитый. А что тут есть? Все? Понятно. Вернуться к секретчику нам, да? Все, пошли. Я не знаю, мне, наверное, не надо их заваливать. Конечно, наверное, можно вылезти там. В начале. Чего? Вы истощены, чтобы двигаться? А, это из-за прыжков, я понял. А так вообще по выносливости хорошо, почти не уменьшается даже при перегрузе. У меня же перегруз, да? Да, у меня перегруз. Вот это хорошо. О! Ни хрена себе! Ни хрена себе! Еще лунный свет. Ёп ты, блядь! Посмотрите на это! Ёп ты, блядь! Лунный свет! Лунный свет, вспышки, ё! Вот это нормально. Сейчас еще дрона запустим, посмотрим. Коп в Германии. Здорово, здорово. Как жизнь? Еще артефакт. И все, да? Понятно. Мусор. Вот это я удачно, короче, зашел. Теперь у меня выносливость бесконечная будет. Теперь можно и дальше по сюжету идти. К секретчику, да? Пошли. Так, тут аномалии, да?
Опять ты в луже сидишь, неадекватный. Гляди, она... Ни хрена себе! Согласен. Ты точно ее нашел? Вот это да! Как тебе удалось? Патронов оказалось достаточное количество. Ну-ка проверь, все ли цело, работает ли. Так, вроде цела. Включаем. Работает. Хорошо, вот бумага, расшифруй. Давай. Так, что здесь? Ага, вроде ничего особенного. Обойдемся без радужных таблиц. Итак, получаем 2 группы цифр. Шифр в шифре. Бред. Покажи. Это же координаты, долгота и широта. Ты секретчиком служил? Нет, матросом во флоте. Что дальше будем делать? Дай подумать. Значит так, берешь ноутбук, идешь к своему командиру Скряге. Подожди. Не плачь, ничего он тебе не сделает. Скажешь, хотел узнать, что шифруют бандиты, а они попытались похитить ноутбук и сбежать. Ты бросился за ними в катакомбы. Машинку вернул, бандиты лежат в катакомбах, может проверить. Верно. Далее, скажешь, что возвращаясь в часть, встретил бродягу, который уступил за пару тысяч личных средств важную бумагу. Вот она бумага, держи. В бумаге скажешь шифрованное сообщение, но... Чтобы этот жадный капитан остался с носом, я нижнюю строку цифр отрежу. Так что капитан не станет раздувать скандал, раз все обошлось, а ты еще 2000 с него слупишь. Ловко придумал, ты меня спас, я твой должник. Ничего, я тоже многим должен. Больше мне здесь делать нечего, пойду на свалку. Удачи. Понятно. Все? Серьезно, да? Все? Шифровальная машинка 300 тысяч. Коп в Германии. Отлично, отлично. Это отлично, что отлично. Че, уже выходил в этом году на поиски? Есть что интересное? Толстая стопка бумаг. Ну... А нам что дальше делать? Ну, раз говорит на свалку, значит пошли на свалку, чё? 4:41. Пошли еще артефакты только возьмем там. Ночные звезды, там все дела. Так, тут что, военные? Тут военные, да. Ну, в принципе, нам на них насрать. Кабаны. Вот это... А, подожди. Так. Так, одни каменные цветки. Слушай, непорядок. И ни одной ночной звезды даже нет. Да. Похоже, это автор все-таки вырезал. Ну, печально. Чё? Еще 2 артефакта. Пошли. Сохранить. Только вот что дальше делать? Или мне надо было к военным? Я не знаю. А, смотри. Кто это у нас тут?
Лис. Привет, до встречи. Круто. Привет, до встречи. А что дальше-то делать? Вынесла. Да что такое? Что за дела? Опять игра свернулась. Что-то я улучшенную точность вообще не наблюдаю. Не, ну все, мимо летит. Что этот за калаш такой? Ну и говнище. Не, ну я не понял. Все. Больше мне здесь сделать нечего, пойду на свалку. Там лис стоит. Лис, почему он там стоит? Что дальше делать? Не знаю, к долгарям пошли. Что они скажут? Неужто завязывать пора? Блин, вроде ничего особо в ящике там не лежит, а, блин, фризы какие. Давай вот с этим попробуем пообщаться. Что он скажет? Все играешь? Ничего не говорит. Ладно, монстры, это понятно. Зомби еще туда-сюда. Но нас-то, контролеров, чего бояться-то? Сталкер, вали отсюда. У меня Мы надо... кого попало не пропускаем. Так, подожди, мне надо пройти, у меня дело к бармену. Плевать нам на тебя и на бармена. У нас приказ... Вали отсюда. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Так, эти не пускают. Спать хочешь? Я не пойму, что дальше делать. Давай, короче, сохранимся еще раз. Вот так вот. И загрузимся на агропроме. Попробуем к военным сходить снова. Что-то я не понимаю. Что-то я пропустил, что ли? А что я пропустил? Вообще непонятно.
Там вояки, там никого нет. Так, этот секретчик, он уже ушел? Или он еще там сидит? Не, он сидит как дебил. Возле этого вагончика. Ну, до встречи, ну и что? А мне-то что дальше делать? А с ним можно поговорить? Понятно. С ним поговорить нельзя. Чё, базу бандитов, что ли? Ой. Базу военных, что ли, вынести? Да что она сворачивается? Что это за хрень такая? Ха. Хедшот. Слушай, я могу и сам подойти. Тут, походу, без прицела. И то лучше. Не пойму, что дальше делать. Сам сказал, пойду на свалку, мне здесь нечего делать. На свалку пришли, ни хрена. И что тогда делать? Еще трое. Подожди, а где второй труп? Лейтенант Просолов. Вот это что такое? Что это?
Защищенный кейс с шифром. Посмотреть бы, что внутри, да шифр. И монтажка не поможет, корпус стекловолокна. Угу. Ну, допустим. Какой-то кейс взял. И что мне с ним делать? Да вы достали со своей тупой сиреной. Сразу надо было так сделать. Так, вот здесь вот пацанчик. Но он меня... Да хватит мне уже скидывать тут. Где? Кто? А, понял. Ни хрена мне вписали. Это откуда? Ай, блин, даже не сохранился. Ща, погоди. В первую очередь вот это вот сделаем. Вот так вот. А то надоело. Что-то куда-то все убежали. Ну хорошо, базу мы вынесли, а дальше-то что? Ну вернее еще не вынесли. И чё? Есть. Упал, отжался. Ага, уже бегу. На окно не запрыгнуть. Угу. Так. Ага, вон они. Еще там. Есть. Еще где-то. Вон стоит. Блин. Что делать, непонятно. Так. Двое осталось. Один вон стоит. И вон второй, да? Блин, ну, конечно, у него точность. О! Псевдособачки.
Так. Откуда стреляют? А? Все, что ли? Да где? Понятно. У меня, значит, калаш с прицелом. Хер попадешь. Они, блин, со своим АИМом, да, вот. С километра, да? Где эта тварь, блин? Он меня даже не видит, как он стреляет. Еще и очередями. Ну правильно, чё? Чё бы нет-то? Без прицела, очередями. С километра. Мы будем херачить. Что мне дальше делать? Шифр. Кейс с шифром. Не знаю, пошли к секретчику, короче, у него документ заберем, он там 0 рублей стоит. Типа. Блять. Отлично. Чего? А. Там еще должен один стоять. Что-то я его не вижу. Ай, ладно. Секретчик. Но это мы не заберем, а вот это можем забрать. Ну и пошли. Не знаю, по идее надо с Лисом говорить, но он молчит. Он ничего не говорит вообще. Он же не просто так там стоит. Так, ну тут тоже военные. Не хочу я с ними воевать. Потому что зачем? Я не удивлюсь, если вот эти пацаны, которых я завалил, квестовые были. И теперь из-за них, короче, сюжет не идет. Так, ну Лис стоит. И тоже ничего не говорит. Ну, конечно, ты ничего не говоришь. О чем вообще речь-то? Понятно. А еще давай попробуем посмотреть все-таки.
в интернете. Что там дальше? Куда идти? К Stalker FM. Ну круто. Ни одного, короче, это нет прохождения. Чё искать, где искать? Ага. Но что-то пишут, что при выходе с агропрома стоит лис и молчит. Где искать косяк? Какой косяк? Попробуйте переиграть. Откуда? Паки добавлены. Ага. Вон у людей такие же проблемы. Сюжет оборвался на свалке. Встретил лиса, он молчит, никуда не идет. И чё? Чё вы мне предлагаете? Написано, лис должен говорить, а он не говорит. И что я тебе сделаю, а? Переигрывайте, пишет автор мода. Ну круто, чё? Непонятно.
Ладно, попробуем из подземки опять переиграть, что ли. Там вроде как надо убить прям всех. Я так понял. Вот это я в подземке, да? Да, вот 10. Я же на винтовой лестнице не убил вояк. И чё? Чё это такое? А, все, я понял. Ёпта! Это мне отсюда проходить? Ну ладно. Ну ладно. Так, там должен быть еще военный. Ой, блин, бандит. Бандит должен быть. Я так понимаю, мне надо в ноль зачистить подземку агро. Ага, ну круто. А у меня патронов нет. О, артефакты. Артефакты это хорошо. Но... Патроны надо где-то взять. Так, вон еще артефакты там лежат. Ну это да, это потом заберем. Ладно, пошли мочить. Пошли валить. Пацанов пошли валить. Странный какой-то этот военный. Его кровосос херачит, ему вообще без разницы. Тебя ничего не смущало, да? Все нормально? Понятно. Патроны. Так, еще четверо. Четверо еще. Эй, где он? В смысле? Где военный? Где военный? Что-то не вижу я никого. А! Все, увидел. Увидел. Молодец. Самое время для перезарядки. Да падайте вы. Уже, блин, стрелять реально нечем. Еще один. Так, понятно. Тут никого. Так, а там кровосос. Мне бы это. Мне в дробаш. Есть дробаш. Где кровосос? А где кровосос? А, вон он. Так, еще один отображается. Один человек. Выбросить. Выбросить. Блин, ты чё? Эй, выходишь тут так. Внезапно.
Артефакты сейчас соберем, а то потом опять пропадут и все. Отлично. Цепляем лунный свет. Так, попробуем теперь. Может, реально, если всех завалить, то пойдет дальше сюжет. Блин, вроде ничего сложного, проблемы. Так. Вот еще артефакт. Кстати, я ж не забрал этот морской еж. Где он? Морской еж. Вот он. Убить всех в подземельях. Так, здесь уже калаш нужен. Один. Где? Где? Вот он. Так, ну, теперь вроде всех завалил, да? А контролер будет? Вон сталкер! Будет. Да твою мать! Хватит сворачиваться. Так, это понятно. Подожди. Еще двое. А кто еще двое? А, вот контролер, смотри. Сейчас мы немного ему это подарим радости. Ой, блин, я думал, он сдох. Да твою мать! Вот это я ненавижу. Сантиметр торчит. А, ну все, отъехал. Такси. Пиксель из-за угла торчит. Это да, нормально, что он тебя, короче, хреначит там. Зомби. В смысле? Так это военные. А, ну ладно. Убей всех. Вот еще у нас тут партия. Так, слышу пацанов. Слышу пацанов. Слушайте, вы сами подходите, а? Ну? И что? Так. Есть. Еще один остался. Еще один пацан. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Давай, давай, давай. Выходи. Ясно, понятно. Абакан. Так, а чё, Абакан лучше? Абакан, ну такое себе. Реально. По крайней мере, по точности он хуже того калаша, который в тайнике стрелка. Ну, тогда и смысла брать его нет. Блин, что это за лаг был такой? Так, здесь ничего.
Давай еще наверх поднимемся, вот прям для гарантии, что мы вот прям всех завалили. Может тут кто-то еще появится, что, не знаю, мало ли. Так, ну вроде нет. Здесь тоже нет. Все, все, все. Патрончики и коллаж, да? Абакан, вернее. Так, это выбросить, это выбросить. Вроде все, да? Никого больше нет. Всех завалил. Всех же завалил. Не, ну вроде всех, чё. Кровососы, все, бандиты, все. Военные, все. Пойдем в тайник стрелка, все, хватит. Так, и чё? Есть. Так, а сейчас будет это, короче. Вот это. Не понял. В тот раз отобралось больше здоровья, слушай. Или это зависит от количества убитых? Слушай, ну тогда получается, что я не всех завалил, нет? Ладно, давай еще раз загрузимся на всякий случай. Даже не здесь, а еще раньше. Я думаю, так пойдет. Сейчас еще раз пробежимся с пацанами. Уже точно убедимся, что никого нет. Так, ну здесь никого нет. Блин, ну ладно. Что там? Усё, да? Не, ну слушай, вроде никого нет. О, еще артефакт. Еще вспышка. Ну не знаю, давай тогда загружаться и брать ноут. Давай. Есть. Так, тут что еще? Ну, непонятно. Гранаты. Гранаты нам не надо. Пустой. Все отцепить и выложить. Все.
Надеюсь, сейчас я сделал все, что нужно. Завалил вроде всех. Так, еще раз сохраняемся. На всякий случай. Идем базарим с этим шифровальщиком, или как его там. И проверяем, появился ли диалог с Лисом. Надеюсь, что да, потому что если нет, можем даже пройти этот мод. Заново начинать это вообще не. Не понял. А, все нормально. А, ну смотри, теперь хоть как положено сидит в вагончике своем. Ни хрена себе! Так. Пойду на свалку удачи. Все, да. Вот так вот. На свалку, так на свалку. Даже артефакты не буду собирать, потому что ну нахер не нужны. Сейчас главное проверить. О, вишневый блейзер, здорово. Как жизнь? Просто зашел поздороваться. Печально, конечно, ну ладно. Хорошо, что неплохо. Да чё? Вон мод новый проходим, а тут, короче, косяки. Сейчас вот не знаю, получится пройти, не получится. Затык по сюжету был, только что переигрывал. Да, времени не хватает. Итак, момент истины. Либо мы сейчас дальше пройдем по сюжету, либо хрен. Твою мать! Все равно нет диалога. Давай, удачи. Что делать? Нет диалога. Вообще нет диалога. Ну круто, чё. И чё делать? Еще раньше откатываться? А смысл? Ну откачусь я еще раньше. А что это даст?
Попробовать откатиться обратно с агропрома. Вот же, блин, а. Не, ну вроде я всех завалил в подземелье. Чё? Чё тогда? Так. Попробуем еще раз посмотреть. Значит, нам нужно что? Блин, вот только вчера смотрел прохождение. Нормально все прошли до конца. Тут вот уже опять затыки вот какие-то непонятные. Что за жесть? Ну да, в принципе, как написали, реально может быть из-за вот этого оружейного пака. Потому что там проходили чисто оригинальную версию. А здесь с оружейным паком. То есть вот так вот. А что если удалить оружейный пак? Попробуем. Не знаю, получится или не получится. Попробуем. Так, вот так вот. Потом... Вот так. Так, какие у нас тут папки? Конфиг и скрипт. Все, я понял. Только они нужны. Я, правда, не знаю, загрузятся ли сейвы. Ну, сейчас узнаем. Но сейчас, конечно, даже если загрузится, вряд ли диалог появится. А вот из подземки придется, да, наверное, откатываться. Да, не грузится. Не грузится. Файл не найден. Круто, чё. Да, оружейка, она такая оружейка.
Короче, походу не сложилось. Ладно, давай еще раз попробуем загрузиться. Там, по-моему, сейчас по биноклю вылетит. Ну, попробуем как-то его убрать, не знаю. О, думал, нормально пройдем новый мод. А хрен там. Вылет. Да. Бинокль. Бинокль. Ща. Зайдем. Бинокль. Да, вот он, бинокль. Блин, и нахрен мне этот оружейный пак сдался. Накатил бы только текстуры и хватит. Ну все. Не будет оно так идти. Понятно. Ну, теоретически можно было бы пойти в чистое небо. Ну, блин, на стриме все равно никого нету. Так что, не знаю, наверное, заканчивать тогда будем. Прошли мод, все дела. Круто, чё. Так, ну ладно. Напоследок еще раз попробую перепройти. Не знаю, с агропрома перепройти. Давай перепройдем с агропрома. Получится, не получится. Поехали. Ну. Чё он теперь не подхватывает игру?
Да ты серьезно? Ну вообще, ну чё это такое? Теперь он игру не подхватывает. Вообще круто. Опять не подхватил. Отлично. А нет, все подхватил. Значит, откуда грузимся тогда? Отсюда не получилось. Вот отсюда, да? Пошли. Ну да, сырой мод, сырой. Чуть что не так сделал и все. Вот. Это у нас первое появление. на Смотрите, кто к нам колеса катит! Пацаны! Не-не-не, это не то, нифига, нет, ты гонишь. Вали отсюда, пока цел, лошара. Опять они мне враги. Ай, хер с вами. Неохота даже с вами стреляться. Уничтожить военных. Выручайте, братцы! Минус один. Еще двое военных где-то должно быть. Ага, вон один. Вон он один. Да кто прячется-то? Я вас ищу. Вот они. Где-то тут. Подожди, где они? Ага, все. В кустах, да? Кустарные войны. Минус один. Все, минус два. Сейф 8-2.
Ну чё? Спасибо, друг. Выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Послушай. Военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и побыстрее. Побежали, я тебя выведу. Ну давай. Беги. Артефакты. Ну давай, быстрей базарь. Ох, тут тихо. Можем подождать, пока рейд закончится. Серый сказал мне, что ты ищешь. Это здесь, где-то, под землей. Не могу сказать, где именно. Серый тебе сказал, он же это Будь откинулся. осторожен. Удачи. Какой-то ты подозрительный, слушай. Угу. Так, задание найти тайник группировки. Нет, подожди, задание выполнено. Найти тайник. А что, если мы попробуем подойти к военным, не найдя секретчика, а? Не. Там этого просто не будет. Командира. Так, секретчик. Ой, блин, ну ты серьезно? Вы же должны быть мне друзьями сейчас. А, все. Пацаны, друзья. Слушай, а чё если мы зайдем не с этой стороны, а с той? И вообще, чё если сразу к командиру пройти? Так, ты со мной не говоришь, я тебя понял. О, смотри. Нормально зашел. Может, получится? Так, ты куда бежишь? Слушай, куда он бежит? Кейс с шифром. Что-то я сюда прошел вообще без проблем. Что это такое? Не, ну погоди. А чё, а как? Или мне вот с этим надо разговаривать, со вторым, не пойму. Ага, все, я понял. Стоять! Пристрелю, скотина! Хотя ничего я не понял. Кто-то вот сюда бежит, а кто непонятно. Лейтенант Пыш. Понятно. Я просто хренею. Какое у меня сегодня хреновое настроение. Стой, стрелять буду! Угу. Ясно. Ясно, понятно. Так. Опять он в луже сидит, да ты достал.
Вперед в подземелье. Все понятно. Поехали, поехали, поехали. Быстрее все это надо делать. Я, конечно, сомневаюсь, что результат изменится, но... Не, ну... Если б я сам лично не видел, как этот мод вчера прошли до конца, на все концовки, я бы уже после того затыка уже просто кинул бы. Потому что, ну, реально, такие ляпы допускать, это... Ни хрена не нормально. Так. Тут у нас надо. Доски. Ой, блин. Не, ну в принципе, мод-то сам по себе-то хороший. Если б я сам лично вот не видел его, я бы его даже и не стал бы проходить. Зачем? Так, вот пацанчик, да? Не, слушай, а что если вот с ним не говорить? Если с ним не говорить? Если сразу пойти в этот в тайник, что тогда? Что будет? Пошел нахер отсюда. Так. В тайник мы залезли. Зачем я вот этим занимаюсь, непонятно. Серьезно? Я же с ним не говорил. О, круто. Столпились тут. Понятно. Ну хорошо. Угу. Угу. Что он там мне сказал? Разгони животных у выхода к НИИ. Да с вояками реши вопрос. Понятно. Пошли. Пошли. Да кто тут? Сейчас я тебя еще продырявлю. Так, ну бандиты нейтралы пока. Да, МП5 что-то совсем это разочаровывает. Я ему в башку очередь выпустил, а ему вообще похер. Ну, этому не похер, уже хорошо.
Там еще есть. Все, ушел. А где ствол твой? Сейчас я тебя еще попаду, успокойся. Ай. Блин. Что за сворачивание, блин? Да серьезно? Что происходит? У меня патронов нет, вот что происходит. Ух ты, на последнем патроне. Нормально. Все. Теперь нам остается только... Так. Ща. Где они там? Где-то тут, да? Угу. Так. Остался еще один. Есть. Еще пацанчик. Есть. Есть. В общем, если сейчас та же петрушка будет, значит, реально в сборке косяк этой оружейной. Вон сталкер! Ага, ну сталкер. Раз. Че, серьезно, с первого раза? Нормально. Спецназовцы. Хреновые из вас спецназовцы. Угу. Угу. Убей всех. Понятно. Но тут еще один где-то. Тут же где-то еще один. Только где он? Так. В смысле, он ниже, что ли? Ага, он внизу. Вот так вот. Вот так вот.
Блин, сейчас же появится, а ладно. Минус кровосос. Ща, погоди. Ага. Блин. Так. Угу. Кровосос. Ну что, с вами поговорить можно. Андрюха Блатной, привет. Ты откуда взялся? Так, ну это мы все видели. Так, ну это, сейчас они стрелять будут. Да серьезно? Че ты оружие убрал, дебил? Всех убить надо. Как бы так. Чё, где? Вот так вот. Ну, заходи. Блин. Все, что ли? Нет, не все. Где-то еще один заныкался. Не, подожди. А это не здесь, а где? А где тогда? Ладно, давай тогда собирать. Хабар. Хабар собирать. МП5 мне не нужны. Мне нужны только патроны на калаш. МП5 мне не нужны. И патроны на дробаш тоже нужны, да. Вот так вот. Вот это берем. Вот это берем. Какой лучше? Вот этот выбросим, все. Один. Слушай, а кто один-то? Кто здесь один остался? Не понял. Неужели это тот? И чё? И где? Ну да. Там еще один. Где-то. Товарищ. А где?
Непонятно, слушай, а где реально? Так, вот водку выложить. Да и вообще, зачем мне 13 энергетиков, а? Подожди. Ага. Вот двое где-то появилось тут. Тут появилось еще двое живых. 4 живых. Так, я понял. О, слушай. Немного изменилось. То есть, вот смотри. А в тот раз та надпись была, по-моему, когда я взял ноут, а здесь она сейчас появилась. Да ты серьезно? Так, был пацан, нет пацана. Еще двое. Еще двое. И что? Они там, да? Возле выхода. Ну? Еще один. Должен быть здесь еще один. Так. Ну и что теперь? Так, поехали. Все. Ну все, для гарантии сейчас еще раз пробегаем, короче, всю подземку. Проверяем наличие выживших. В конец вот туда надо отходить. Ну все, выживших нет. Выжившие отсутствуют. Пойдем тогда в тайник стрелка. Да блин.
Вот здесь еще сейчас сохранимся. Сделаем 12.2. И вот заберем вот это вот дело. Ну, пошли. Так, ну это надо убрать, выбросить. Даже артефакты не буду ждать. Сейчас, если заработает сюжет, тогда вернемся за артефактами на выносливость. А если не заработает, то эти артефакты уже и нахрен не нужны будут. Военные бегают. Гляди, Ни она. хрена себе! Вот. Понятно. Все. Идем, значит, обратно на свалку. Так, то у меня перегруз. А, ну какая разница, в принципе. Все равно надо тратить энергетики. Да, вы меня заметили, все дела. Понятно. О, это кто там у нас? А, это ж те бандиты, точно. Но они мне враги, да? Они мне враги. Понятно. В смысле, один? А ты кто? И что ты здесь один делаешь? Федька забегает. Ладно, понятно. Что, ничего не понятно.
Давай, только сейчас диалог появить по-братски, а? Вот. Я все-таки хочу этот мод пройти. И желательно его пройти за один раз, за один стрим. Вот у нас лис. Лис. Твою мать, все равно нет у него диалога. Не, ну короче, все, короче, поломали мод. Поломали сюжет. Не говорит он. Ясно, понятно. Короче, ладно. Не буду я тогда больше вот это вот переигрывать. Потому что смысла, как я понимаю, нет. Это надо начинать заново. Без вот этого оружейного пака. Потому что я, как понял, он все поломал. Ну, круто, чё. Круто, круто, круто. Сюжет завис. А, все, короче, выходим. Печально. Я рассчитывал на другой результат. Ну да ладно. Да, и зрителей все равно нету, так что смысл продолжать вот это вот извращение. Итак, 5 часов уже стрим. Больше 5 часов. В общем, ладно. Всем спасибо, кто был, кто смотрел. В следующий раз надо подумать, что мы будем в следующий раз делать. Может быть, этот же мод будем проходить, но нет, вряд ли. Я если и буду этот мод проходить, то уже не скоро. А может и этот. Я еще подумаю. Сейчас просто я не готов озвучить решение по поводу этого мода. Но в любом случае его пройти надо. Потому что интересно там. Может быть, на следующем стриме еще чистое небо допройдем все-таки. Там еще, думаю, стрима на 2. Надо сюжет закончить, и можно еще будет войну группировок порубиться. Но там уже посмотрим. Короче, тут два варианта. Либо чистое небо, либо вот этот мод, но с нуля. Короче, посмотрим. Короче, всем спасибо за просмотр и до следующего стрима. Всем пока.